Так, друзья, всем добрый вечер. Как меня видно, как слышно? А где звук? Вот звук есть, отлично. Напишите, пожалуйста, в чате. Добрый вечер, отлично, видно, слышно. Скажите, не тормозит ли? Так, запись, я так понимаю, пошла, уже отлично. Скажите, нет ли зависания, нет ли торможения? Видно, слышно, спасибо, Станислав, добрый вечер, привет, Мария, класс, класс. Я сейчас сделаю рассылку по всем, кто записался, и начнем через 4 минуты. Вот. Слегка звук был, сейчас хорошо. Так, может быть, вот так получше. Так, добрый вечер, видно и слышно. Супер, супер. Отлично. Ну, я тогда предлагаю 4 минутки. Через 4 минутки начнем. Я сейчас всем пришлю напоминалочку, что надо подключаться. Начинаем вебинар. Подключайтесь. Вот. Так, слышно и видно, отлично. Я предполагаю, что запись у нас сохранится. Надеюсь на это, что GitKurs нам позволит это сделать. Вот, и мы с вами замечательно получим запись этого вебинара. Так. Ага, отлично. Подключиться к вебинару. Отлично. Сейчас у нас пару минут организационных вопросов, и будем начинать разбираться с целями. Может быть, даже кто-то сегодня цели свои запланирует вместе со мной. Вот. Это будет замечательно. Угу. Так, отлично. Блокнот приготовила, видно, слышно. Я так рада, не планировала ставить цели, но с тобой готова. Отлично, отлично. Ну, смотрите, нету прямо какого-то обязательства, что прям вы обязательно должны сегодня какие-то цели поставить. Скорее предлагаю сделать так. Я расскажу про то, какие принципы я для себя увидел, что срабатывало, что не срабатывало у меня, и предложу вам, ну, как бы сразу все это попробовать. Те, кто хотят, можно прям сразу попробовать. Не обязательно это делать прям вот на этом вебинаре, хотя можно начать, можно будет продолжить, соответственно, смотреть в записи. Но кто хочет прям вместе со мной и разобрать в том числе свои цели, я с удовольствием. Так, давайте еще одну минутку. Сейчас я финально всем вышлю, что можно присоединяться. И будем стартовать. У меня, к сожалению, опять ковид. Уже, наверное, 3-й раз подряд, поэтому немного сегодня я говорю в нос, но надеюсь, что вас это не отвлекает от процесса. Так, начинаем вебинар. Подключайтесь. Вот. Все, еще 30 секунд, и будем стартовать. Соответственно, если вы, для тех, кто будет смотреть в записи, я знаю, что есть и такие, вы можете пока что перемотать на 2 минутки вперед. Вот.
как раз будет то время, когда мы начнем. Кто смотрит в прямом эфире, конечно же, вам перемотать не получится, но вы можете пока себе налить чайку, взять блокнотик с ручкой, как многие уже сделали, чтобы себе записывать какие-то важные мысли. Вообще я всегда, когда прохожу какие-то курсы, я никогда не рассчитываю на то, что я узнаю что-то новое. Уже такое время у меня прошло, когда я рассчитывал, что сейчас вот я приду, мне расскажут какие-то тайны, секреты, потому что практика показывает, что очень многое уже, если ты как бы занимаешься саморазвитием, уже и так известно. Вот. Но когда это говорит человек с каким-то определенным опытом, человек, который уже прошел какой-то путь, он это попробовал сам, он увидел, как это работает на практике, это совершенно другая ценность. Ну и, как я представляю, в принципе, образование в наше время все больше и больше приобретает именно вот этот смысл. Не то, что человек узнает что-то такое, чего он никогда не знал до этого, потому что в интернете, как известно, есть все, но то, чего нельзя получить в интернете, это личный опыт. Плюс взгляд человека, который уже прошел за вас часть этого пути. Понятно, что он будет, этот путь у каждого индивидуальный, но если мы чем-то на человека похожи, может быть, мы сходимся в мировоззрении, в каких-то ценностях, в общих интересах и делах, то, возможно, то, что вот он понял, пройдя какой-то путь, мне будет тоже полезно. Поэтому я всегда, когда смотрю какие-нибудь обучающие курсы, я беру с собой блокнот, ручку или на телефоне в заметках. И, знаете, предлагаю вам тоже такой попробовать подход, кто хочет попробовать. Добрый вечер всем. Вот. Не просто выписывать для себя, ну, например, какие-то тезисы того, что вы узнали, а еще и отмечать для себя какие-то идеи. Вот это очень классный подход, когда вы в процессе что-то слушаете, вам приходит какая-то мысль, вы ее записываете. И в таком случае любой, в принципе, там, не знаю, мастер-класс, курс, все что угодно, что вы смотрите, он выступает в роли не вот такого вот истины в последней инстанции, да, а это источник для новых идей для вас. Вот это здорово. Вот. Как вам такая идея? Ставьте плюс, если вам заходит такой вариант. Ирина спрашивает, третий раз так бывает. Ну, к сожалению, как вы видите, бывает. Третий раз подряд ковид бывает. На себе это я понял. Так, привет, зашла наконец, отлично, нас все больше и больше, супер, рассылка отправилась, значит, все присоединяются. Здравствуйте, Татьяна. Возможно, у нас есть какая-то задержка по связи. Если вы меня уже слышите, поставьте плюс, что вы готовы. Вот. Ирина ставит плюс. Супер. Смотрите, что предлагаю. Я предлагаю разделить так вот этот вот вебинар на две части основных, даже на три. Первая часть. Я вам расскажу про свои выводы, про свой опыт, про то, что у меня получилось, про то, что у меня не получалось, и что я в этом во всем увидел, какие закономерности. Часть из этого, вероятно, вы уже прочитали в посте, если вы пришли, прочитав мой пост. Я вам покажу это изнутри, как это работает. Соответственно, вторая часть. Я предложу вам, если вы захотите, прямо вот вместе со мной попробовать запланировать какие-то цели, и я попробую вам дать обратную связь. Здесь, опять же, предлагаю относиться к моей обратной связи не то, что я какой-то там супер безвестный человек по планированию целей. Нет, просто если вдруг я увижу, что я уже об этом спотыкался, например, я вам предложу, как можно это исправить. Вот, а вам, соответственно, решать, будете вы это использовать или нет. И в третьей части я вам расскажу о том, что я для вас приготовил на следующий год. Как вы знаете, я думаю, что многие уже слышали, я завершаю обучение психологов в том смысле, что я не хочу дальше вести именно пошаговое обучение. Естественно, у меня накопился огромный бэкграунд и опыт в продвижении разных специалистов, себя и психологов, и, естественно, я испытываю потребность этим делиться, помогать, поддерживать, рассказывать, вдохновлять. И в конце, соответственно, этого вебинара, для тех, кому будет интересно, я расскажу о том, что я придумал на следующий год для тех, кто не хочет оставаться в одиночестве, занимаясь своим продвижением, кому важно оставаться в контакте, иметь поддержку, иметь возможность задавать вопросы тем, кто уже прошел этот путь. Вот. Соответственно, если вы готовы, пишите, что вы готовы, если вам интересно. Давайте начинать. Так, Маргарита Дворкина. Странно у меня выглядит имя здесь. Но главное, что я тебя узнал. Привет. Доброго вечера, Лариса. Рад видеть. Здорово.
Я вот здесь читаю, у меня здесь открыта вебинарная комната, то есть здесь телефон, а здесь чат. То есть когда вы пишете, я сразу читаю. Так, Мария Губанова зашла. Отлично. Отлично. Странно выглядит имя. Ну уж тут гид-курс что-то химичит немножечко с именами. Главное, что я вас знаю, вижу, мы сможем общаться по имени. Вот, Татьяна пишет, важно быть ВКонтакте. Да. Кстати, это один из элементов, который я тоже для себя понял. Один в поле не воин. Итак, отмотаем быстренько на 2018 год. Вообще, с чего, в принципе, я начинал? У меня в 2018 году уже была группа, которую я вел, где я помогал с продвижением специалистам. В этой группе было много разных специалистов. Например, фотограф, дизайнер, кто-то занимался рукоделием, художница была, фитнес-инструктор, копирайтер, еще кто-то. Я вот уже не помню, но довольно много человек. И вот эту группу я вел, это вот как раз, наверное, на этом выросла потом впоследствии денежная группа закрытая, которую я вел с психологами в этом году. Это такой формат, где мы встречались раз в неделю, я проводил какой-то эфир, созвон, давал обратную связь, консультации, но не было очень конкретного типа вот мы сейчас делай раз, делай два, делай три. Было так, что у каждого было свое направление, своя, скажем так, тема, ниша. Кто-то продвигался в Инстаграме, кто-то в Ютубе, кто-то еще как-то. И я им подсказывал, как можно все улучшить. И я себе поставил цель, что в 2019 году я бы хотел, чтобы в этой группе было 250 человек. На тот момент в ней было 15 человек. То есть рост, как вы поняли, очень неслабый. И вот к чему это привело. То есть, чтобы понять, как это работает, важно понять предысторию. Когда я вел эту закрытую группу, в этой закрытой группе я проводил личные консультации с каждым участником. То есть там было 15 человек, и в неделю у меня было 15 консультаций, плюс эфир в конце, собственно, недели, плюс еще что-то было. То есть по факту у меня была маленькая группа, и загружен я был полностью всю неделю. Даже, ну, я думаю, что психологи и так хорошо это знают, что даже в целом может быть такое, что у вас одна консультация в день, но вы после этого можете быть выжатыми как лимон, потому что, например, вы обсуждали какую-то сложную проблему, ну или что-то такое. Кто бывал такой, поставьте плюс, как говорится. Вот. И что происходило дальше? Я поставил себе такую цель, и меня накрыло жутким сопротивлением. То есть, ну, как я оцениваю, что такое сопротивление? Мне вообще не хочется этим заниматься. То есть прямо в тот момент, когда я такой хочу 250 человек в группу за год набрать, вот прямо в этот момент мне перехотелось вообще вести эту группу. В тот момент я не знал, что происходит, потом я понял, что происходит. То есть я сел, разбирался, что мне не нравится, что там такого плохого может произойти, что страшного будет, если придет 250 человек. Ответ был очень простым, когда я поговорил с собой. Понимаете, какой ответ, да? Что если сейчас 15 человек я веду, и я полностью занят всю неделю, то что со мной произойдет, когда я буду 250 человек вести? То есть я же вообще умру, если так посчитать по часам. То есть я буду просыпаться, вести, ложиться спать, вести, ночью про это продолжать думать. Ну, в общем, кошмар. Ну, естественно, у нас же есть очень умная часть нашего тела, это мозг, который мне говорит: Кирилл, ну ты, конечно, очень молодец, твои амбициозные цели мне нравятся, но я хочу жить. Моя главная функция изначально – это обеспечивать твою выживаемость, как и у многих нас. Соответственно, давай-ка, Кирилл, ты просто забудешь о том, что ты хотел делать, либо ты, например, там, не знаю, заболеешь, приболеешь, ну, конечно, я имею в виду не ковид, как сейчас, а какую-то психосоматическую штуку, типа у меня раскалывается голова, у меня бессонница, вот эти штуки. И я такой: так вот в чем дело, я просто не хочу так. Мне надо, если я хочу вот так вот вести группу, мне надо придумать какой-то другой формат, потому что в этом формате я не справлюсь. Ровно в этот момент ко мне вернулось желание вести группу, потому что как будто бы я своему мозгу объяснил: не переживай, я не собираюсь тебя убивать, я сейчас придумаю, как сделать по-другому. И вот один из первых навыков, я думаю, для многих психологов знакомый, кто присутствует из психологов, из коучей, это один из навыков общения со своим мозгом, как будто бы это отдельный от тебя персонаж какой-то. То есть я понимаю, что это я сам, но у нас диалог.
я как будто бы сам с собой разговариваю и договариваюсь. Прикольно. Это очень классно срабатывает в ситуациях, когда ты уперся в какой-то тупик и не понимаешь, что происходит, почему ты не можешь двигаться дальше. Что произошло дальше? Как только я начал разбираться с тем, как можно сделать по-другому, наступила зима, это было как раз был январь, и я в голове своей понял, что, в принципе, наверное, все то, что я сейчас рассказывал долгое время этим людям в группе, я мог бы сделать как серию каких-то заданий и записать их, например, на видео. И тут, вроде для многих очевидный, да, момент, но для меня это было, неужели, получается, я могу провести курс, а тогда, если у меня будет поток, то я могу взять и не 20 человек, а, например, 50, попробовать. И вот здесь оказалась вторая классная штука, которой хочу поделиться с вами. Если я поставил себе цель 250 человек, то я сразу же, это здорово, потому что я сразу же увидел, где проблема. Я сам себя начал спрашивать, почему я не хочу этого делать, что будет плохо, что страшно. Из этого нашел, что надо все переделать формат. Но тут же есть и вторая штука. Когда я вижу эту большую цифру, если я, например, полгода вел группу 15 человек, и у меня не было никогда опыта, что ко мне приходит разом столько людей, то как будто бы мозг не знает, как этого сделать. Это не раскладывается для мозга на череду каких-то конкретных действий, каких-то конкретных шагов. Я и раньше про это слышал, но, конечно, на своем опыте это все по-другому. Так, всем добрый вечер, кто присоединяется. Рад всех видеть. Здорово, как нас много. Вот. И я придумал себе такую идею. Эта идея, конечно же, не родилась прямо в моей голове. Это я много читал, смотрел разные там и обучения, и как разные компании работают. Я увидел прикольную штуку, что... Да, кстати, я вспомнил источник этой идеи. Это был Сергей Валерьевич Левит, психолог, которого я впервые в своей жизни продвигал в 2012 году. У него есть такой прием, он называет его парадоксальная интенция. Может быть, кто-то слышал. Короче, смысл этого приема в том, что ты себе запрещаешь что-то делать. То есть, если, например, у человека какие-то навязчивые мысли, то вместо того, чтобы с навязчивыми мыслями бороться, типа пытаться их вытеснить, это похоже на КПТ прием, наверное, оттуда пришел, берется дневник, и в дневнике ведется запись. То есть 21:00 ко мне пришла навязчивая мысль такая. Записывается там 22:30. Пришла навязчивая мысль такая. Это типа первая часть. А вторая часть этой практики, что когда ты некоторое время выписываешь такой график, когда к тебе приходят такие мысли, то в какой-то момент ты ставишь себе задачу, что каждый день в 21:00, когда обычно приходят эти мысли, ты должен сесть и нарочно начать себя накручивать этой мыслью. То есть парадокс заключается в том, что когда типа ты начинаешь не избегать мыслей, а сначала их замечать, принимать, то они перестают так сильно действовать, а потом ты еще нарочно пытаешься их к себе в свою голову привлечь, мысли вообще никуда не приходят в итоге. То есть они исчезают. Кто знает такой прием? Зависло, нет? У меня что-то зависло. Все ли в порядке? Напишите в чате. Да, вроде вернулся. Вот, не знаю, слышали вы, не слышали. Также, типа, там, конечно, есть разные манипуляции, типа, там ребенку говорят, ни в коем случае вот не ешь, не знаю, там, морковку, потому что морковка – это вот только для взрослых. И ребенок очень хочет есть морковку, потому что ему запрещают это делать. Это, наверное, не очень, типа, там, этично как-то, но просто это так работает. И тут есть вторая интересная штука. Также вот Сергей Левит про это рассказывал, про одну из своих клиенток, что она рассказывает, я никак не могу начать ничего делать в своей жизни. И он ей предложил выбрать какую-то цель, какую-то задачу, с которой бы она хотела бы начать в первую очередь. То есть, опять-таки, не все там в своей жизни поменять, а что-то вот такое вот практичное и конкретное. И пример классный, потому что у нее, насколько я помню, была то ли кладовая комната, то ли что-то такое, в общем, где хранились большое количество вещей. Комната была забита, ей надо было разобрать там все эти вещи, она не могла с этим справиться уже несколько лет. В общем, задания были такие. День номер 1. Подойти к этой комнате, чуть-чуть приоткрыть дверь,
заглянуть в щелочку и закрыть дверь. День номер 2. Подойти опять к этой комнате, приоткрыть щелочку и включить свет. Посмотреть секундочку, выключить свет, закрыть дверь. Я могу, конечно, сейчас как-то по-другому пересказывать, не так, как было, но я понял именно так. Ну и суть такова как раз. Потом третий день, что значит, надо открыть дверь, включить свет и постоять, сколько там, по-моему, 1,5 минуты, и просто смотреть на то, что там есть внутри. Закрыть дверь, выключить свет. День номер 4. Открыть дверь, включить свет и взять оттуда из этой комнаты первую попавшуюся вещь, которая вот в руку попадется. Взять ее, закрыть дверь, выключить свет. С вещью можно делать все, что угодно. Там день номер 6. Включить свет, открыть дверь, взять 2 вещи оттуда, закрыть дверь, выключить свет, выбрать, какую вещь выбросить, какую оставить. Понимаете принцип? То есть, что происходит в принципе? Во-первых, мы разбили большую неприступную цель на маленькие шаги. Это понятно. Но самое смешное в этом, что мы сделали эти шаги настолько парадоксально и абсурдно смешными и простыми, что когда человек начинает всерьез, типа, сейчас я делаю задание, человек начинает это воспринимать так, что, блин, я что, умственно отсталый? Я что, не могу включить свет и сразу взять вещь? Зачем мне приоткрывать в течение нескольких дней эту дверь? Я сразу сейчас возьму вещь и закрою. И в итоге, когда человек приступает, наконец, к выполнению этих заданий, то не возникает вот этого невозможного сопротивления, что я ни в коем случае не хочу это делать. Возникает ощущение, я что, вообще, я типа, что за фигня, что за задание? Да я сейчас за 5 минут все сделаю. И вот это было для меня важным открытием, что когда ты идешь в долгую, когда у тебя нету какой-то, например, типа вот сейчас я за 5 минут сделаю, там, напишу пост и все, а мне, например, надо на протяжении года набирать группу, в которой будет 250 человек, то бессмысленно мне взять вот эту цель 250 человек и попытаться сразу всех их туда собрать. Потому что я вообще не знаю, как это делается. Соответственно, я себе поставил цели так. Месяц номер 1. Я наберу в свою группу одного нового человека. Месяц номер 2, то есть февраль, я наберу в свою группу 3 новых человека. Месяц номер 3, февраль, я наберу в свою группу 5 новых человек. И так я просчитал до конца года, поскольку получается, что сначала идут шаги очень маленькие, но потом, когда ты начинаешь прибавлять, насколько я помню, я решил, что сначала я решил вот так вот потихонечку, а потом я себе выбрал, сейчас дальше расскажу, как вот как раз вспомнил. И получилась такая геометрическая прогрессия, то есть не просто вот так линейный рост, а получается в самом начале такая медленная кривая, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и потом начинается плавный и очень быстрый взлет. И что прикольно, вот эта кривая, она похожа как раз на накопление опыта. То есть вначале мы долго, по чуть-чуть, количественно накапливаем какой-то опыт в новом каком-то деле, и потом происходит как раз вот этот вот резкий всплеск. Потому что переходит вот это количество в качество. В какой-то момент, например, ты начинаешь писать посты, ничего не получается, кнопочки не нажимаются, пост не отправляется, все против меня. Сегодня, не знаю, там, соцсети именно сегодня в этот день не работают почему-то. Слова не связываются в предложении, не знаю, о чем писать. Потом пост опубликован, никто не реагирует. И вот этот вот путь первый, он очень-очень-очень такой медленный и долгий. Но потом когда-то происходит переломный момент, и начинается очень резкий взлет. И обычно для всех остальных людей, кто смотрит со стороны, люди-то не видят вот этого вот длинного-длинного пути перед этим. И для них все время так выглядит, что кто-то раз и выстрелил просто. То есть просто с нуля стал известным, стал типа там богатым или еще что-то. Ну и, конечно, здесь первое, что приходит в голову, ну, что это какое-то чудо, или, не знаю, этот человек изначально был известным, не знаю, там кто, богатые родители, как часто в интернете пишут. То есть это кто-то помог, потому что люди вот этого начального этапа не видят. Но самая-то проблема в том большая, что и я также не видел этого длинного пути в начале. Я думал, что вот сейчас я начну, и мне надо резко набрать. Судьба, да, вот Мария пишет, судьба. И вот, то есть я поставил себе микрошажочки каждый месяц по чуть-чуть. Так, именно так, чтобы каждый из этих шагов
вызывал у меня четкое, стойкое ощущение, что это абсурдно легко. Ну, это просто очень. И дальше, когда я, например, писал, что у меня там в середине года я наберу 50 человек в группу, конечно же, по сравнению там с сегодняшним днем на тот момент, это была большая цифра. Но по сравнению с предыдущими месяцами это было вот как будто бы это уже было привычно. То есть я представил, что если я в течение многих месяцев буду по чуть-чуть набирать, то я обрету в конце концов навык, как это, запланированно, регулярно набирать себе людей в группу. И для меня это уже будет привычно. Понимаете, да? И это уже для, как бы для мозга было: о, спасибо, Кирилл, это план, будем так и делать. Скажите, понятно ли, о чем я говорю? Может быть, какой-то вопрос возник? Напишите в чате, как вообще видно и слышно. Все ли в порядке? Классно, 64 человека онлайн, здорово. Здорово, и многие еще в записи смотрят. Там сколько-то, 200 с чем-то человек у нас записалось. Супер. Кто будет смотреть в записи, также в комментарии пишите, потом в записи. Вот. Я потому что буду смотреть. Кому нужно, отвечу. Да, понятно, плюсики, понятно, все окей. Огонь, понятно, понятно, супер, класс. Вот. Что произошло дальше? Вот тут очень интересная штука. Ну, вы, если со мной знакомы достаточно давно, я довольно долго уже говорю, что я там не работаю с эзотериками, и я не очень люблю вот всякие там мистические, эзотерические темы. Ну, мы не будем сейчас обсуждать, почему я это не люблю. В целом просто могу сказать за одну вещь. Мне не нравится, кроме всего вот этого налета мистики магической, мне не нравится невозможность управлять процессом, потому что как будто бы во многих вот эзотерических практиках от меня ничего не зависит. То есть сегодня есть энергия, завтра нет энергии, сегодня звезды сошлись, завтра не сошлись, там судьба пошла так, а я, получается, просто, ну, никак не могу повлиять на свою жизнь. Мне вот не нравится эта позиция, мне нравится позиция, когда я активен, как я действующее лицо в своей жизни, я главный персонаж в своем собственном фильме про мою жизнь. Вот. И, но, понятно, можно здесь найти, как это работает, и потом, когда я уже, не знаю, с Юрой Мурадяном общался, кто знает, он обучает коучингу, я понял, в принципе, как это работает, но тогда это выглядело мистически. Как только я поставил себе такую цель, то есть набрать, я поставил цель набрать 250 человек в группу за год. Не за месяц, не за полгода, за год. И не в первый месяц, а я простроил вот эту прямо пошаговую лесенку к финалу года. Причем учитывая, что в какие-то месяцы, например, у меня не получится сразу. Так, у Анастасии повисло, все окей. Так. У кого как, у кого висит, у кого нет. Если повисло, скажите, я повторю, что-то вдруг пропустилось в какой-то момент. Прикольно, когда я спрашиваю, не зависло ли у вас, я не думаю о том, что, может быть, как раз вам у меня и не слышно, когда я спрашиваю, потому что зависло. Теперь окей, норм, отлично. Вот. И смотрите, что получается, что как только я вот так вот простроил эту цель, я и до этого видел, что есть в онлайн-пространстве такой человек, Андрей Захарян. Может быть, кто-то знает, он тогда обучал тому, как запускать курсы. Я и до этого его видел. Причем я за ним, наверное, не месяц, год наблюдал. И что-то вот все время у меня не было, какого-то желания взаимодействовать с ним. Но как только я поставил себе эту задачу, как-то так совпало волшебным образом, что именно в этот момент был набор в группу 3, это одна из первых групп, которую он вел, где вот типа он обучает тому, как запускать курсы. И я такой, может попробовать? То есть, смотрите, какая штука. В принципе, вот как, не знаю, Юра говорил, Бородян, если я не ошибаюсь, вот в мире дофига возможностей. Мир, вот он не ограничен, в принципе, ничем. Но из-за того, что мне сейчас чего-то не нужно, я этого в мире не вижу, в принципе. Но как только мне это стало нужно, я начинаю видеть что-то. То есть те возможности, которые для меня могут подойти для решения моей задачи. Это, кстати, один из ответов на то, почему стоит все-таки записывать цели, потому что как только цель записана, ты себе ее зафиксировал, ты начинаешь видеть что-то с этой целью связанное в своей жизни, что можно как-то
под эту цель подвести. Какая-то мистика здесь, возможно, вот она здесь и есть, потому что не всегда можно объяснить, как так это совпадает, но это совпадает очень часто. Сколько я уже раз видел, если я все понимаю про цель, если она мне нравится, да, вот актуализация может быть фокус внимания у меня теперь на этом сконцентрирован, но вот как-то прямо оно совпадает. А есть такие задачи, которые я ставлю, и вообще вот просто тупик. Я пошел туда обучаться, собственно, к Андрею Захаряну, был одним из первых в этой группе 3. Ну, конечно, я не был самым первым, потому что она уже год продолжалась. И смотрите, какая штука. В группе 3 было, ну, это группа, где обучал он запуском, как запускать курсы. В этой группе было много участников. То есть там было в начале человек, наверное, 200, потом несколько тысяч было человек, по-моему, 1500-2000 человек было. И совершенно очевидно, что мне очевидно на этот момент, что получалось достигать результатов у только определенного процента участников этой группы. И мне хотелось быть тем, у кого получается. Что я придумал? Я думаю, что вы не в первый раз с таким сталкиваетесь. На любом курсе, каким бы он ни был крутым, будут вас за ручку вести кураторы, сам автор курса. Всегда есть люди, у которых что-то не будет получаться. Я решил, что я буду тем, у кого будет получаться. Короче, что здесь сработало? Сразу скажу. Первое. Там была такая форма классная, отчетники. То есть каждый месяц мы собирались в прямом эфире. Это открытые прямые эфиры, и это не секретная информация, потому что это все видели. Я здесь не раскрываю никаких секретов, уверен. Вот. И на этих отчетниках мы в прямом эфире рассказывали, сколько мы заработали за этот месяц. То есть что мы делали, сколько заработали, какие планы дальше. Вот тут было две вещи. Первое, во-первых, я столкнулся с тем, что у меня огромное количество было комплексов, страхов, как меня оценят, как на меня посмотрят. А вот сейчас я, не дай бог, что-то скажу, и все тут такие уже крутые, зарабатывают по 100 тысяч в месяц, а я приду, скажу, что я там 10 тысяч заработал, все будут смеяться надо мной. Отличный материал, пошел с ним к психологу, естественно. Но вот эта штука сработала очень классно. То есть каждый месяц, когда ты имеешь возможность не просто для себя отметить, для себя уже здорово, но ты имеешь возможность сказать вслух кому-то, кто, в принципе, для тебя имеет какое-то значение, не просто людям на улице, а, например, коллегам, которые делают примерно то же, что и ты. И ты можешь им рассказать, что у тебя получилось, чего ты достиг, то это очень классно работает. Это прям суперски мотивирует. И в моменты, когда ты такой, типа, устал, не хочется, ты, ну, вот представляешь, о, класс, хочется мне прийти в конце месяца и сказать, что вот, не знаю, я молодец. Понятно, что это там не очень по-взрослому. Здесь есть какая-то там, не знаю, игра в конкуренцию, в сравнении себя с другими. Понятно, это все очевидно здесь. Но если это действительно является каким-то вот таким полезным ресурсом, полезным триггером, почему бы это просто не использовать? Тем более, опять же, коллеги же не обязательно должны быть какими-то такими вот ужасными, которые тебя будут критиковать. Наоборот, здорово хвалиться перед теми, кто тебя будет поддерживать. Потому что если ты будешь хвалиться перед тем, кто тебя критикует, смысл говорить, что я молодец. Ты никогда не будешь молодец. Вот это первое. То есть регулярные ежемесячные отчеты кому-то, желательно тому, кто имеет для тебя значение, человек не просто какой-то с улицы, посторонний, это прикольно работает. И второе. В самом начале, когда я впервые пришел на отчетник, я сделал такую штуку. Я прям всем, кто там участвовал, ну, там сколько-то опять, несколько тысяч человек смотрели этот отчетник, я сказал, я себе ставлю цель каждые 2 месяца увеличивать свой доход в 1,5 раза. Это было не с нуля, то есть я посидел до этого, подумал, я увидел, что у меня начала работать вот эта вот линеечка постепенного зарабатывания. И я думаю, прикольно, а могу ли я поставить теперь цель не в количестве участников, а в деньгах, например. То есть я первый раз запустил курс, посмотрел, сколько я заработал, и я прикинул, вот как мне будет комфортно расти в течение года. Так, у меня немного зависает. Как у вас? Давайте, прием, проверка связи. Будем периодически проверять связь.
Вечер пятницы, наверное, все смотрят какие-нибудь развлекательные шоу. Ну, у нас с вами тоже здесь какое-то развлекательное шоу. Спасибо, что вы пришли. Вот. И я понял, что для меня было бы комфортно, во-первых, мыслить двухмесячными отрезками, а не каждый месяц. Потому что я представил, ну а вдруг у меня, например, вот конкретно в этом месяце что-то такое произойдет от меня независящее. Я заболею, не знаю, будут праздники, все люди куда-нибудь уедут на майские праздники, например. Что-нибудь еще произойдет, в принципе, в мире. Вдруг я за месяц не уложусь в свою цель. Мне будет неприятно, потому что я в целом не очень-то мог что-то сделать. Я решил мыслить двухмесячными вот этими категориями отрезка. Никаких шоу целеполагания интереснее. Ну, тоже своего рода шоу. Спасибо, спасибо, что пишете, что не зависло. Отлично. И, то есть, я сначала это продумал, посчитал, что у меня получится в течение года. Я пришел, собственно, на этот отчетник и говорю, так, у меня есть цель. Я, в общем, в этот момент сильно очень волновался. У меня очень сильно вот это действовало, что про меня тут все скажут, что скажет Захарян, тем более я с ним прям вот как будто бы общаюсь лично. Я такой, о. И, в общем, я это сказал. Ну и, конечно, в общем, это было очень прикольно, потому что большая часть тех людей, с которыми я не был знаком, которых я считал типа там супер-гуру, знатоки, там, не знаю, класс, им стало интересно следить, получится у меня или не получится. И вот на этой почве я подружился со многими людьми, которые там были, которые в результате, ну, в общем, я очень рад, что я с ними познакомился. Люди, которые сейчас там не сотни миллионов в месяц зарабатывают. И я видел, с чего они начинали. Они начали раньше меня, у них есть свои цели, свой темп, но я видел, вот как они с нуля начинали делать то, что и я. Вот это прикольно. Но при этом они уже были впереди меня. И на этой почве я вообще не знал, не думал, что так это обернется, в принципе, но я это узнал потом, что, оказывается, многие следили за тем, как я проходил этот путь. И даже более того, сейчас уже прошло сколько, 2,5 года, периодически мне кто-то пишет, говорит, Кирилл, я вот смотрел за тобой, как ты рос, это меня очень вдохновило, я думаю, офигеть, я даже не планировал. Я это делал, собственно, чтобы самому расти. Это, кстати, прикольно. То есть, если говорить про публичность, это можно в целом использовать как инструмент для продвижения себя, потому что это как интересный сериал, за которым люди будут наблюдать. Причем будут наблюдать те люди, которые с вами именно похожи. Те, кому это не интересно, они, естественно, не будут смотреть. Вот. На этой почве можно познакомиться с многими интересными людьми, так что это в целом полезно. Что произошло? Что произошло? У меня произошла прям такая линейка, как я и планировал. Я причем поставил все планочки пониже, и я стабильно каждый месяц, каждые 2 месяца приходил и говорил, что я перевыполнил план. Я перевыполнил план, я перевыполнил план. И это давало невероятный просто вот такой драйв, что я человек, который запланировал, движется вперед, и еще и может сделать больше, чем запланировал. Это супер подпитывает, потому что если ты, наоборот, видишь, что раз за разом твои цели не выполняются, один раз не выполнился, второй раз не выполнился, третий, и все. В какой-то момент начинается прямо вот конец. У меня ничего не получается, все, ужас. Можно ли сказать, что это был легкий путь? Нет, конечно, абсолютно, потому что я делал все с нуля, своими руками, таргетированную рекламу, придумывал темы для вебинаров, вел эти вебинары, общался с людьми, приглашал их на эти вебинары, придумывал письма для рассылки, придумывал посты для того, чтобы людей знакомить с собой. Вел там, не знаю, вот этот, кто знает Facebook с Instagram, это же вообще кошмар. Вот это тоже происходило, я через все это проходил. А еще, когда ты понимаешь, что у тебя там, не знаю, все деньги крутятся, в рекламу тратятся, и ты не знаешь, а сейчас ты вообще, у тебя что-то получится или нет из этого, а ты вложил туда последние деньги в эту рекламу, это, кстати, понятно, что одна из ошибок моей была, сейчас уже я так не делаю, вот, то это кошмар, ужас, что происходит. Но вот этот фон, когда ты понимаешь, что ты идешь шаг за шагом, и ты в целом опережаешь даже свои какие-то цели, все равно тебя поддерживает, и ты понимаешь, что там через 2 месяца ты придешь рассказать, что у тебя получилось, и ты хочешь рассказать о том, как у тебя получилось, а не то, как ты сдался, и ты валялся 2 месяца, ничего не делал, даже не попробовал. Ну, как бы, хотя такие люди тоже есть. Есть люди, которые приходили и как бы ныли, жаловались, что у них все плохо. Они получали, видимо, кайф именно в этом. Цель была не в зарабатывании денег, а получить поддержку. Вот. Так,
Рассказывать дальше. Интересно, что было дальше, что я потом обнаружил. Понятно ли то, о чем я рассказываю? Интересно ли, продолжать ли дальше? Это 2019 год. За 2019 год как раз я впервые в своей жизни заработал 1 000 000 рублей. Это было что? То есть не было такого, что я такой, вау, я миллионер. Кстати, вот то, что про я миллионер, вот это вот, оно, как это сказать-то, я наоборот спрашивал, типа, вот я сейчас 1 000 000 заработал, я уже миллионер? И мне такие говорят, нет, Кирилл, ты не миллионер. Я такой, почему? Потому что миллионер – это тот, кто регулярно зарабатывает 1 000 000 в месяц. Я такой, и вот это была интересная штука, потому что вдруг я узнал, что, оказывается, не просто важно достичь какой-то точки, а важно еще уметь закрепиться на этом уровне. Потому что впоследствии я очень много за год видел людей, которые, например, приходили и говорили, мы запустили курс, у нас, не знаю, мы заработали 2 миллиона, класс. И эти люди больше никогда не появлялись нигде причем. Не только в группе, но вообще нигде. То есть очень часто бывает такое, что люди вот так вот собирают всю волю в кулак. Я и сам такой был большую часть своей жизни. Я вот сейчас вот на этом вот, сейчас я все сделаю, все деньги заработаю. И люди потом выгорают просто в ноль. И они вообще исчезают с радаров. То есть я видел несколько психологов, которые вообще ушли из профессии. То есть они настолько выгорели, запуская какие-то свои обучающие программы, что все, конец. Они больше не хотят быть психологами. И они вот за 2 года я не видел, чтобы они вернулись обратно. Я обратил на это внимание, такой, интересно, ага, то есть вот это вот, оказывается, такая штука. То есть мне, я помню, рассказывал Рома Мамонов, один из моих наставников, очень рад, что я с ним познакомился, потому что супер мудрый человек. Он говорит, ты, ну, понятная метафора, ты идешь к какой-то горе, ты залезаешь, забираешься по склону, и ты вот на вершине говоришь, я молодец. Но для того, чтобы тебе подняться на следующую гору, тебе нужно проанализировать, закрепить все свои навыки, которые ты получил, когда поднимался на гору пониже. То есть вот это вот закрепление на определенном уровне, важно, чтобы ты осознанно мог многое, что ты пробовал бессознательно, внедрить в следующий вот этот вот марш-бросок. Но если ты постоянно идешь, вот у тебя постоянная вот такая вот кривая, ты идешь только вверх, и у тебя нет никаких вот этих вот плато, где ты постоял, подумал, то ты просто не успеваешь анализировать, что с тобой происходит. Это постоянная попытка вот рвать вперед, и в какой-то момент будет обязательно обвал. Очень резкий обвал причем. Тоже много раз видел. Сам зацепил, наверное, 2 таких обвала, но в моей жизни они были связаны с другим. Сейчас как раз расскажу, с чем. Об этом частично я уже в посте написал, сейчас расскажу более подробно. Что произошло? Я сконцентрировался на зарабатывании денег, и, конечно же, для меня, как для человека из Саратова, внезапно вот это вот, что, оказывается, со мной общаются такие крутые люди, там, не знаю, та же Ника Зебра, которую я просто наблюдал из Саратова, что какая-то суперспециалист по пиару. Тут я с ней просто общаюсь вот так вот на равных. Она у меня что-то спрашивает, как я делаю. Она интересуется тем, как у меня устроено, там, не знаю, запуски курсов внутри, что я такой, ничего себе. То есть я вообще типа что-то знаю, что-то умею. Вот это было очень важно. И вторая часть была, конечно же, что когда внезапно там, например, внезапно по отношению к большому периоду моей жизни до этого я начал зарабатывать, там, не знаю, сначала 100 тысяч, потом 200, 300. Я такой, я могу вот это. И это был момент открытия, что, оказывается, я что-то могу, о чем я даже и не предполагал. То есть, типа, я могу поехать в Москву. Я в Москве там последний раз был в детстве. Я такой приехал, ого, я это могу. Ничего себе. Оказывается, для этого просто деньги нужны были. А в моей голове это было просто вот какое-то большое что-то, что когда-то могло бы произойти в моей жизни. Потом там в отеле пожить. Оказывается, так можно. То есть это, прикольно. Мне очень нравится, когда, например, мои ученики, психологи, сейчас уже и коучи начали приходить, они тоже проходят этот путь и вдруг для себя открывают, что, оказывается, есть какие-то вещи, во-первых, в жизни, что ты, оказывается, узнаешь, что это можно, и это решается просто деньгами, и это вообще великолепно, как ты без этого жил раньше. А есть наоборот, например, вещи, которые
ты можешь купить, потому что они есть у всех, но они тебе нафиг не нужны. И это очень важный путь, потому что пока ты это не прошел, появляется такая штука. Например, я хочу себе iPhone. У меня, например, его никогда не было. Это какая-то такая мечта. Я зарабатываю на iPhone. Потом я этот iPhone покупаю, и через 4 дня, пока я пользуюсь iPhone, у кого iPhone, я думаю, вы сами это знаете, через 4 дня ты абсолютно забываешь, что у тебя до этого был другой телефон. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. То есть вот это вот удовольствие от того, что ты, вау, у тебя iPhone, вот оно в тот момент, когда ты его купил, например. Потом все. Потом это просто телефон, который так и было всегда. То есть это какой-то новый просто уровень нормы, как говорят. Это просто нормально. Это просто телефон. И я обратил внимание, что многие мои коллеги, которые также вот шли, как и я, таким путем, они об этом спотыкались. То есть кто-то покупал себе там тачку крутую, и вот этот первый момент, вау, у меня крутая тачка, сейчас я с ней сфоткался, выложил в Инстаграм, это круто, это супер эмоции. Но там день, два, 3 неделя, тачка как тачка. Надо новую тачку. Круто, когда человеку действительно нравится тачка, потому что, то есть это не просто вот планка, потому что у всех такая тачка, а человеку реально нравится ездить за рулем. Ему прям вот это нравится. Вот, например, как Дима Кудряшов рассказывает, что у него, ну сколько он, у него есть Мерседес, например, но он не водит его вообще. Почему? Потому что ему нравится с комфортом перемещаться из одного места в другое. В своей собственной машине, там, из Ростова в Москву, из Москвы в Питер. И там у него есть водитель для этого. То есть он может спокойно спать, заниматься работой. Ему не надо сидеть вот так вот, бояться, переживать за рулем. То есть для него автомобиль имеет большой смысл в плане комфорта и свободы. Но когда автомобиль просто типа крутую тачку купил, что происходит? Одна тачка, вторая тачка, третья тачка, и надо постоянно новую и новую планку. Ты постоянно, тут нет вот этого закрепления, нету плато. Ты постоянно пытаешься дотянуться до того, что от тебя ускользает. Но если, например, тебе нравится водить машину, вот я сейчас для себя это открываю, что мне нравится, в принципе, я бы хотел, то тогда машину я бы покупал не для того, чтобы выпендриться, а для того, чтобы ее водить. То есть я бы в первую очередь оценивал, насколько мне круто за рулем сидеть самому. И так, чтобы я оттуда не вылазил целыми днями. Понимаете, о чем я, да? Тогда что произойдет? Тогда я достиг этой цели, и у меня пошел процесс удовольствия от того, что я приобрел это нужное для меня что-то. Понятно, что это тоже со временем уже станет менее таким важным, но вот это я для себя важно и понял, что важна не только цель конкретная, но и то, как ты по-другому начнешь жить благодаря этой цели. Как это повлияет вообще, в принципе, на качество твоей жизни. Как вам? Понятно? Интересно? Дальше продолжаем. Дима, знаем. Да, вот тоже одно для меня было, что я с Димой Кудряшовым общался долгое время, пока мы были в группе. Вообще круто. Я очень рад, что была такая возможность слушать вообще, как мыслят люди, которые уже очень сильно меня опередили. Это очень круто. Это прямо для меня, вот сейчас я понимаю, это одна из самых важнейших ценностей, потому что информацию достать можно, но увидеть, как человек на тебя похожий мыслит так, что у него получается что-то быстрее и лучше, чем у тебя, это очень интересно. Ты всегда очень классные вещи расскажешь. Спасибо, Виктория. Кирилл, привет. Привет, Наталья. Это относится к поездкам, не только к машинам. Так я вообще к любой цели. То есть это и в целом, например, мне было прикольно поехать в Москву, потому что я не был там с детства. Я приехал в Москву, уехал обратно. То есть в целом, что мне там делать? Ну, я съездил туда. Да, следующая у меня была цель поехать в Москву, приехать туда, где я жил в детстве, посмотреть, как там все, изменилось ли там ли что-то. Это опять не процессно. Я типа сделал, галочку поставил. Ну, я удовлетворен. Но опять надо что-то новое выдумывать. И вот с этим у нас сработало с Петербургом. То есть когда уже в 2020 году сначала был ковид, как вы помните, карантин, вот, я для себя так решил, что я бы хотел, как только снимут ограничения, как можно быстрее поехать в Питер. И я поставил себе цель на Питер точно такую же. Вот здесь это срабатывает точно так же, я заметил. Я поставил себе цель такую. Первое. Приехать на 2 дня в Петербург.
побыть 2 дня в Петербурге, с учетом, что я не был никогда до этого, посмотреть, как мне там, и решить, хочу ли я там быть чуть дольше. И супер. То есть я купил билеты, прилетел в Петербург, я в Петербурге, 2 дня я пожил, посмотрел, мне нравится. Я такой, я хотел бы остаться на неделю. То есть, видите, очень плавно. Остался на неделю. Пожил неделю, такой, прикольно. В целом я бы хотел пожить еще неделю. Пожил еще неделю. Потом ко мне, по-моему, насколько я помню, приехала Лена, моя супруга. На тот момент еще не супруга. Мы как раз в Питере расписались. Она ко мне приехала, я такой, о, новая цель. Теперь задача прожить неделю вместе с Леной в Петербурге. Ну, то, потому что это другая задача. Потому что один я живу, это одно дело. Но вдвоем уже это другая задача. Получилось. Я такой, прикольно. А что, если мы еще месяц здесь останемся? Что нам для этого нужно сделать? Сколько нужно денег? Где мы будем жить? Какие нужны вещи? Раз еще на месяц остались. Уже. Класс. И в итоге к чему это привело? К тому, что мы прожили в Питере практически год. Ну, не про... Да, год мы прожили. Можно считать, что год прожили. Хотя до этого, просто, может быть, это покажется, типа, что такого в этом, но для меня я вообще, в принципе, не мог себе представить, что я когда-то буду жить в другом городе, чем в Саратове, например. Для меня это выглядело так, что я должен сначала накопить огромную, какую-то большую сумму денег по тем меркам, когда я думал, накопить ее, подготовиться, снять себе заранее квартиру, придумать, как я что буду есть, то есть все заранее продумать. И тут как раз еще один принцип. Классно собирать самолет в полете. Есть, безусловно, действия, к которым важно готовиться заранее. Это понятно. Например, просто так за границу не улетишь, если сегодня хочется. Для этого как минимум нужна виза. Вот, сейчас уже еще и прививка. Ну вот, это надо подготовиться. Но большинству дел не нужно настолько скрупулезно готовиться, потому что от этого не появляется новый опыт. Ты откладываешь момент получения опыта. Вот это для меня тоже важный вывод. Я его придерживаюсь. То есть если я поставил какую-то себе цель, я сразу же делаю какой-то первый шаг в ту сторону. Если я понимаю, что я сегодня первый шаг не сделал, завтра первый шаг не сделал, то значит, вот тут та цель, которую я сформулировал, там что-то меня пугает. Там что-то не так с этой целью. Почему-то моему мозгу непонятно, что нужно делать в ту сторону. Иначе бы я уже давно первый шаг бы сделал. Важно ли осознать, что будет плохо, если я не достигну? Михаил, я пробовал играть в эту штуку. Я просто говорю играть, я многое воспринимаю как игру. Типа этот квадрат, как его зовут-то? Дурацкий ковид, не помню. Мысль выпала фамилия. Эйзенхауэра, матрица Эйзенхауэра, вот что это, да. Короче, вот типа там, что будет, если я достигну, чего не будет, если я достигну. Ну, вы поняли, вот эта комбинация вот этих фраз. Мне не заходит эта штука, мне наоборот это все очень запутывает, и там одинаковые остаются ответы. Декарта, да, спасибо. Эйзенхауэр – это важное, срочное, срочное, неважное. Короче, ни та таблица у меня не работает. Мне проще вот как бы… Кстати, что проще? Вот сейчас скажу про это. Вот. Мы подошли как раз к тому, что произошло дальше. В ноябре-декабре 2020 года я укатился, и в 2019 году это было, а в 2020 был конец. В 2020 году я поставил себе цель финансовую вот так же по ступенькам, но у меня в голове было желание сделать это быстрее. То есть я хотел уже быстрее всем сказать, что я молодец, я заработал 10 миллионов за год, потому что 10 миллионов для меня была какая-то такая цель, типа, вау, я супер крутой, вот теперь уж я точно крутой. Короче, вот эта штука меня очень демотивировала, и она прям многое мне подкосила, потому что в итоге привело это к чему? Ноябрь. В Питере становится темнее и темнее. Я об этом не знал, что очень быстро начинает темнеть осенью. И, короче, у меня расстроился полностью сон. Я ложился спать под утро, то есть когда начинало светать, засыпал, просыпался в 3-4 часа, уже было темно. Я такой, а я вообще сейчас какой день? Сейчас вчера или уже сегодня? Потому что я спать лег, было темно, проснулся, опять темно. И это было угнетающим.
И, в общем, то, что я абсолютно выгорел, пока я зарабатывал деньги. Потому что все это время, пока я зарабатывал деньги, да, безусловно, я путешествовал, я что-то делал, но я абсолютно не помню половину того, чего я делал. Потому что я был круглосуточно сконцентрирован на работе и на том, чтобы быстрее, скорее, давай, надо, иди, соберись, делай, давай. Короче, вот недавно я завел TikTok себе, опять же, тестируя новые штуки, начал выкладывать туда видео за 2 года, где я был. Я смотрю, офигеть, сколько я всего сделал. Какой насыщенной жизнью я живу, оказывается. Я этого вообще не помню. Ну, то есть я помню, что я был в Сочи, но что я чувствовал там, что со мной происходило. И, в общем, я пошел есть Жуков, хороший доктор-невролог в Питере, известный. Он мне назначил таблеточки, антидепрессанты разные мы попробовали. Они меня немножко вытащили из состояния вот этой вот депрессии. У меня все там, тревожные расстройства, и вот это все сразу, с депрессией одновременно. Я оттуда вытащился, и я понял главную штуку, что все это время я абсолютно не задумывался о том, как я живу. То есть у меня была цель только деньги. У меня не было цели, типа, я хорошо себя чувствую, зарабатывая деньги. Вот. И тут я сделал вывод. То есть начало 2021 года – это вот как раз третий элемент, который для себя выбрал. И я прям очень удовлетворен тем, что в этом году я это сделал. Я поставил себе цель научиться отдыхать. Это первое. И зарабатывать деньги не из чувства, что мне нужно срочно, что конец света, что если это не сделаю, все разрушится, что я обязан все время расти, как не знаю кто в этих деньгах, и по количеству участников, что мне надо обязательно захватывать весь рынок и масштабировать как можно больше все то, что я делаю. Я такой, нет, я хочу получать удовольствие от процесса. Мне нравится достигать цели финансовой, но я хочу также получать удовольствие от процесса достижения этих целей. И вот с этого как раз началось то, что я все полностью начал перестраивать. Вот сейчас, например, интенсив. Сейчас второй поток идет интенсив, он будет финальным тоже. Это тоже один из выводов, что надо завершать. Нельзя делать так, чтобы проект длился бесконечно. Короче, я вообще полностью все перезаписал, и я очень доволен тем, что получилось. Я понимаю, как бы я теперь еще лучше, например, делал бы. И это все благодаря тому, что я остановился вот в этой гонке и сконцентрировался на том, что для меня было бы важно не только сегодня, не только в этом году, но, например, через 20 лет, через 30 лет, когда мне будет 80 лет. То есть, если мне 80 лет, мне будет через 45 лет мне будет 80, в общем, мне 80 лет, и я вот представить, что мне 80 лет, и я представляю, что я все 45 лет подряд гнался за тем, чтобы зарабатывать много денег, при этом я абсолютно не помню свою жизнь, я не чувствовал никакого удовольствия, при этом я по дороге растерял отношения со своими близкими, потому что у меня не было на это время. У меня вообще никакущее здоровье, потому что я все это время не спал, у меня была тревога и все вот это все. И что, я как себя чувствую 80 лет? Ну, я буду очень сожалеть об этом, что я как-то очень неправильно провел все эти 45 лет. Что за фигня? И вот это был важный третий элемент. Так, Михаил спрашивает, можно услышать еще раз это? Да, конечно, сейчас я повторю. Мы с вами попробуем вместе это сделать. Кирилл, а где вы сейчас живете? Сейчас в Саратове. Сейчас вернулся я в Саратов. И мне очень нравится здесь быть осенью, потому что, ну вот и зимой, потому что здесь солнечный день очень сильно отличается от питерского. Скорее всего, я в следующем году попробую также пошагово переехать в Москву. В Сочи я также попробовал пожить. Мне пока не понравилось, хоть там и очень солнечно. Вот. Питер, соответственно, классен для меня летом, когда солнечно, когда теплый морской бриз, вот, но точно не осенью, не весной. Вот. Ни осень, ни весна в Питере мне не понравились. Я вернулся в Саратов весной, в марте 2021 года. Я вернулся и такой, в Питере была слякоть, было очень темно. Прилетели в Саратов, тут солнце, уже, не знаю, зеленая трава, мы такие, ничего себе, как будто мы в другое время попали. Вот. И опять же, видите, то есть для меня до этого было так, типа, не круто жить в Саратове.
нужно, как все там типа крутые чуваки, переехать обязательно в столицу или в Питер, ну, как бы в культурную столицу. А кто решает? То есть вообще-то, это я буду думать про себя в 80 лет своими мозгами про самого себя, как я эти 45 лет прожил до 80. И какая мне разница, что об этом думали другие люди, если мне было все время фигово. То есть если мне не нравится в Питере жить, зачем я должен себя заставлять? Нет. Ну, вроде это банально, да, как бы кажется, но так. Что-то кто-то спрашивал, видео нам в помощь. А какое видео, Анастасия? Так, ну что, в общем, собственно, к чему я пришел, конец 2021 года, у меня была очень большая тревога по поводу того, что я сейчас перестану фокусироваться в первую очередь на зарабатывании денег, я очень сильно упаду по финансам. Нет, этого не произошло. То есть я заработал ровно столько, сколько и в прошлом году. Но в прошлом году, вот ровно в это время я пил антидепрессанты. В этом году, вот вы меня видите. У меня, безусловно, есть какая-то сезонность, свое какое-то вот это вот. Я это со своим и психологом обсуждаю, в общем, и с неврологом, но нету вот этого. Я никуда не улетел. Я прекрасно представляю, что сделать в следующем году, как это делать, с кем это делать. И еще больше, еще лучше приблизился к тому, что действительно для меня важно, а не вот по поводу того, как соответствовать ожиданиям других людей. Да нет, Кирилл, это серьезные вещи. Жить в кайфе, идти к целям. Я полностью согласен. Видео по воспоминаниям о насыщенной жизни. Да, Анастасия, класс, это вообще спасибо. Вот опять не знал, что iPhone такой в этом смысле хороший телефон. Он хранит все мои воспоминания. Кстати, одна из штук, которую я вот себе внедрил, это было как раз, наверное, в середине 2019 года. Мы где-то куда-то пошли, по-моему, впервые в спа, что ли, салон мы пошли вообще в жизни. Я говорю, давай, Леня, говорю, давай снимать все. Давай фоткать и записывать на видео. Даже если мы нигде это не будем выкладывать, да и не надо. Мы сами, как классно будет потом пересмотреть. И вот я оказался прав, потому что это очень классно, когда ты в конце года сидишь, пересматриваешь, а потом, естественно, как вы знаете меня, я все время нахожу какие-нибудь штуки. Я завел себе ТикТок, взял и начал выкладывать туда, накладывать на музыку короткие ролики из моей жизни. Супер, людям очень интересно смотреть, как выяснилось. То есть мне уже никакой контент не надо создавать. Ну и там, не знаю, сторис, если мне надо записать, я в любой момент могу отмотать какую-нибудь классную фотографию или видео там из Сочи, где там волны, прикрепить класс. Мне не надо срочно генерировать какой-то контент новый. У меня есть целая база большая. Так, ну что, как вам эта часть? Я вам рассказал фактически свой путь со своими переживаниями, со своими ошибками, лайфхаками. Их, конечно, было еще намного больше, мы просто не уложимся в, не знаю, там час-полтора. Я бы хотел, чтобы мы с вами попробовали сейчас еще подвести итог по этим элементам, которые работают, и вы бы попробовали что-то для себя сейчас, какую-нибудь хотя бы одну цель запланировать, просто для тренировки, или, может быть, она так и останется у вас. Готовы? Будет вам это интересно? Хотите вместе со мной сейчас это сделать? Я вам попробую помочь, дать обратную связь в этом. Пишите в чат. Так, Рустам ставит огонечки. Спасибо. Путь исследователь. Да, да. Благодарю за откровенность. Спасибо. Отлично, понятно, мой путь чем-то похож. Ну да, я думаю, что в принципе это похоже, потому что если вы меня смотрите, мы с вами чем-то похожи, очевидно. Как иначе? Иначе вы меня не смотрели. По-другому не бывает. Так, да, очень интересно, спасибо. Супер, супер. Ну что, давайте, да? Готовы? Если готовы, давайте напишите, что у вас есть листочек. Я бы вам рекомендовал сейчас взять листочек, и сделаем вот такую штуку. Сейчас скажу, что это такое. Выглядит страшновато издалека, но это довольно простая штука. Сейчас мы ее можем вместе сделать. Тоже возьму листочек новый. Круто. Истории помогают, мотивируют. Спасибо, Виктория. Про маленькие легкие цели очень зашло. Да, мы сейчас с вами попробуем это разложить прям. Взяли уже, готово. Супер. Пишите тогда, кто готов. Я подожду, чтобы все могли прямо сразу начать. Готово. Супер. Цели одна сфера жизни или несколько? Сейчас это разберем, Надежда, как раз. Угу.
Готово, отлично. Отлично, готово, супер. Жду всех, кто готов, пишите. У нас 60 человек онлайн. Так, горло пока выдерживает. У меня в этот раз, пока вы готовитесь, очень странно. Ковид каждый раз по-новому действует. В прошлый раз у меня началось все с носа, потерял я обоняние. И была температура большая, и усталость очень сильная. В этот раз все началось с горла. Обоняние сначала не пропадало, сейчас немножко пропало, и нет температуры абсолютно. Но при этом такая же сильная усталость уже, наверное, со второго дня, и мысли путаются в голове. Задрал этот ковид, но надеюсь, что там на подходе новый штамм, как говорят эти инфекционисты и вирусологи, что вирусы развиваются в два направления. Либо становятся более летальными, либо более заразными. Одновременно чаще так не бывает. Поэтому если там на подходе более заразный штамм, надеюсь, что он вытеснит более тяжелые формы вируса. Так, это я оптимистичное мышление применяю из того, что уже есть. Окей, поехали. Давно записываю, сижу. Отлично, отлично. Вот что я вам предлагаю сделать. Первая штука – это вообще то, что я придумал еще в 2018 году. Я назвал это вообще круглый год. Это одна из первых систем, как я типа планировал. Сейчас, когда я ее пересмотрел и понял, что тут многое надо поправить, но самый первый шаг, который я делал, он остался прежним, он классно работает. Я его вчера сам для себя переделал. Итак, возьмите листочек. Это будет наглядно. Так, Елена спрашивает опять. Да, Елена, третий раз подряд. Не с прошлого раза, новая форма какая-то. Вот, возьмите листочек, в серединке нарисуйте кружочек. Вот такой. Это кружочек. Это не эллипс. Ну или эллипс. И напишите в этом кружочке, как вы себя называете. Ну вот как хотите. Я просто себя называю Кирилл. Может, кто-то себя к себе как-то там уменьшительно-ласкательно обращается. Ну или у вас есть какое-нибудь прозвище вашего персонажа, которым вы являетесь. Напишите, как вас зовут в кружочке по центру листочка. Так, у меня тут, наверное... нет, все, не в зеркальном. Отлично. И теперь смотрите. Вот в этом листочке, вокруг этого кружочка, начнем вот с чего. Мы начнем... Задайте сейчас себе такой вопрос. Вот посмотрите, это как будто бы перед вами, вот передо мной это Кирилл. То есть я сам, но я как будто со стороны на себя смотрю. И я задаю себе такой вопрос. Чем в жизни занимается Кирилл? Вы, соответственно, задаете вопрос про себя. То есть, вот, например, Елена. Чем занимается Елена? Сначала спросите себя, и первое, что вам приходит в голову. А если там в голову ничего не приходит, можно себя так спросить, типа, чем я занимаюсь регулярно в своей жизни? То есть вообще, в принципе, вот, может быть, почти ежедневно какое-то большое у меня есть занятие, может быть, легкое, может быть, тяжелое. Просто что происходит в моей жизни часто? Что я делаю? Приведу пример. В моей жизни это я весь год, этот прошлый, я вел курс для психологов по продвижению. И тогда я записываю курс для психологов. Сейчас запишу, покажу, что сделать. И смотрите, что я делаю. Я как-то, как у меня сама рука идет, как мне хочется, делаю вот такой вот полукруг. То есть вот у меня в центре кружочек, а если представить, что это как будто лепесток ромашки, то есть я вот такой вот отделяю полукруг и в него туда записываю то, чем я занимаюсь. То есть как будто бы вот есть Кирилл, а у Кирилла есть вот такая вот сфера деятельности в жизни. Ну и по размеру вот этого полукруга, типа, довольно много это занимает в моей жизни. Вот так мне захотелось. Потом я задаю следующий вопрос. Чем еще в жизни занимается Кирилл? Ну вот сейчас. Ведет эфиры, вебинары, ведет эфиры. Вот так запишу. Ведет эфиры. И также отделяю. Вот смотрите, как сейчас я сделаю. Оп. То есть я не объединяю эти круги, да, а получается они у меня вот не пересекаются. То есть один закончился и начинается, вот так, другой. По одной сфере лепесток, да. То есть вы себя спрашиваете, чем вы занимаетесь в жизни, чем вот он или она занимается в жизни.
и записываете. И, соответственно, как вот рука берет у вас, так делаете вот этот лепесток. Потом, что еще, чем еще занимается Кирилл? Кирилл занялся инвестициями. Решил, наконец, начать изучать эту тему, вкладывать, формировать свой капитал сам самостоятельно. Вот у меня получается вот такой вот. То есть, если даже сравнить вот с интенсивом, вот это вот такая огромная штука в моей жизни, а это вот как бы немножко занимает. Инвестиции. Так что еще? Дружба. Я начал очень так активно, осознанно идти в эту сторону. Так, тут я не очень ровно нарисовал, у меня пересеклись два круга, ну, не обращайте внимания. Но вот пока вот так, то есть дружба у меня тут появилась, вот она столько, пока место в моей жизни занимает, но она есть там. Кирилл сочиняет музыку. Ура, я купил себе пианинко, клавиатуру, MIDI-контроллер, сочиняет музыку. Сочиняет музыку. То есть у меня появилось хобби, чего раньше в жизни у меня никогда не было. Это вот как раз тоже следствие достижения той цели, которую я в начале года поставил, регулярно отдыхать. Вот. Писать только позитивное, а если это малоприятное? Можно малоприятное писать. Можно писать малоприятное. Не обязательно позитивно. Здесь мы не оцениваем никак. Просто вот чему посвящена большая часть вашей жизни сейчас. Так, чем еще Кирилл занимается? Ну, допустим, Кирилл снимает ТикТок. Пошел в ТикТок. Это тоже хобби, кстати, появилось. В моей жизни больше хобби появилось. Вот, еще. Что еще? Ну, путешествует, да. Путешествия. Это даже побольше, чем ТикТок. Вот. И видите, что получается? Задача вот этими сферами, как сказала Лана, я не называл сферами, но, в принципе, логично, похоже даже на сферы, заполнить весь лист до конца, вот до сюда. То есть сейчас я это сделаю визуально. Вот примерно такая штука должна получиться. Если у вас начинается ступор, отлично, Дарья готова. Если вдруг вы вот дошли, как я, вот до сюда, вот у меня путешествие, то, и у вас, например, осталось свободное место еще, то вот это классный момент задать себе вопрос, а чего бы я хотела или хотел, чтобы в моей жизни было тоже. То есть я давно этого хочу, но что-то никак. Руки не доходят до этого, ноги не доходят и так далее. Так, я хочу, например, переехать. Мне надоело жить конкретно в этой квартире. Переехать из Саратова, вот так. Это я хочу. Так, что я еще хочу? Ну, я хочу, чтобы какое-нибудь мое видео в ТикТоке выстрелило на 1 миллион просмотров. Но это уже есть ТикТок. Окей, я это записал. Что я хочу? Хочу запустить вот эту вот штуку, о которой я расскажу вам в конце вебинара на Новый год. То есть это вот новый проект. Это будет не курс обучающий, это будет другой формат. Похожий на денежную группу как раз формат. Так, вот, и, ну, еще что-то. В общем, вот что-то я записал. Так, кто готов, кто у кого получилось, поставьте плюс, напишите, что у вас получилось. Дальше подскажу, что следующее делать. Соответственно, если что-то непонятно, спрашивайте. Когда я вот это сделал, моя задача сейчас посмотреть на этот листочек и спросить себя, задать вопрос. Вот это все, из чего состоит жизнь Кирилла, это все вообще? Или есть что-то, что я забыл, что на самом деле меня характеризует? Закрыть кредиты, да, конечно, да, получилось супер. Есть что-то, что меня как-то характеризует, или я бы хотел, чтобы меня это характеризовало, но я это пока забыл записать. Если что-то вы вспомните, то мы делаем таким образом. Мы можем заполнить оставшееся пространство кружочками. То есть получается так, что у нас есть какие-то основные большие сферы нашей жизни, и еще мы сейчас сюда понапихаем кружочку. И вот сейчас такой момент. Во-первых, спросите себя, все ли это вот про вас или есть что-то еще про вас. Это может быть и то, что вам не нравится. Да. А может быть, что нравится. И вопрос номер 2. А чего бы вы хотели, чтобы это с вами случилось в следующем году? Хорошего. Чтобы вы следующий год вот прошел, тоже был, например, декабрь, не знаю, может быть, так опять с вами встретимся на вебинаре, и вы, например, вспоминаете, и вы гордитесь тем, что вы это сделали.
А если, например, вы этого не сделаете, то вы могли бы сожалеть в конце года, что, блин, жалко, что я вот это не сделал или не сделал. Про лень тоже писать? Да, да, пишите вообще все. Здесь мы никак себя не ограничиваем. То есть, например, о чем бы я жалел в конце следующего года, если бы я это не сделал? Ну, здоровье. Очевидно для меня здоровье. Здоровье, спорт. Не прям спорт, но фитнес. Наладить сон также сюда. Для меня это важно. Вот, и, соответственно, не обязательно все заполнять. То есть у вас, может быть, у меня один кружочек появился. Сколько получится? Нет задачи прям все выжать из себя, а просто что хочется. Как будете готовы, пишите, что вы готовы. То есть сейчас задача, напишите, чего бы вы хотели. То есть было бы классно, чтобы с вами это произошло, вы бы прям этого достигли в следующем году. И вот если вы этого не сделаете, то, возможно, вы будете жалеть в конце года. То есть это какая-то такая штука, которой уже пришло время, и не круто ее откладывать дальше. О, я вспомнил. Зубы. Мне надо к стоматологу. Это как раз то, о чем я буду жалеть, если не сделаю в конце года. Явно. Может быть, желание расширить какую-то сферу? Да, вполне, конечно. Здесь вообще нет никакого, здесь полная свобода творчества. Прям вот что хочется, пишите. Прошу прощения за насморк. Капельки в нос не помогает. Зубы – это да. Да. Помню, как мы с тобой это в денежной группе обсуждали. Это действительно важно. Что, я подожду? Как будете готовы? Пишите. Скажу, какой следующий шаг сделаем. У нас в целом осталось 2 шага всего. А самых главных 2 шага, и потом мы уточним как бы цели с помощью вот этих вот 3 элементов, о которых я рассказывал. Ноги я сделал. Кажется, зубы. Значит, это я говорил про зубы. Это я забыл. Это, наверное, я говорил про зубы, ты говорил про ноги. В общем, мы люди-человеки. Говорим про части туловища в денежной группе, где зарабатываем много денег. Ну, а что? Так, у меня что? У меня аккумулятор разряжается, да? Придется сейчас поставить на зарядку. Давайте как раз вы делаете, а я на зарядку поставлю телефон. Я тут, я никуда не ушел, прямо сейчас, секунду. Так, пришлось пожертвовать синим светом, зато теперь есть зарядка. Слышно ли вам меня, скажите? Я переключился, у меня до этого петличка была, а теперь я переключился на встроенный микрофон в телефоне. Как сейчас? Хорошо? Слышно? Что-то изменилось? Так, плюсики готово, сделано. Супер, отлично, отлично. Плюсик, класс, класс. Так, у меня отстает, оказывается, трансляция в вебинарной комнате. О, а чат не отстает, отлично, супер. Вот. Теперь смотрите, сделаем такую штуку. Напишите внутри каждой сферы, вот, например, у меня, к примеру, курс для психологов. Вот у меня сфера. И напишите вот внутри этой как бы сферы, что конкретно вы хотели бы достичь в следующем году вот в этой сфере. Чего конкретно вы хотели достичь. То есть это из разряда такого, что вот про это можно сказать, что вот да, это сделано. Ну, например, просто если говорить про процесс, то, например, сейчас, например, если вот про фитнес, например, то там можно либо поставить цель, например, похудеть, там, не знаю, на 5 килограмм. Может быть такая цель.
А может быть, например, гулять 4000 шагов каждый день, например. А если я не уверен, что все успею? Вот сейчас мы как раз про это проговорим, ребят. Вот. Понимаете? То есть может быть такая вот штука, что вот вы это сделаете. Что конкретно вы сделаете в этой сфере? Сейчас приведу пример на себе. Курс для психологов. Что я хочу сделать в следующем году? В следующем году я хочу перестать вести курс для психологов. Именно по продвижению. То есть я не хочу обучать. Я хочу по-другому все это делать. Перестать вести курс. Это прям все. Перестать. Дальше. Я веду эфиры. Вот, например, у меня. Чего бы я хотел? Я бы хотел вести регулярно и часто эфиры. Как минимум, наверное, 3 раза в неделю я бы хотел. Вести эфиры 3 раза в неделю. Потому что для себя я понимаю, что у меня освободится время от ведения интенсива, например, курса, и в это время я с удовольствием буду вести эфиры просто, которые меня сильно заряжают. Вот. Там инвестиции. Собрать портфель, в котором будет 200 тысяч рублей. Сейчас у меня там 20 тысяч. Ну, то есть я бы хотел, конечно, 1 000 000, но я пока так поставлю, 200 тысяч. Это для каждой сферы, или для тех, которые... Для каждой, для всех. Для всех. Может быть, что-то у вас уже сформулировано. Вот, например, что-то кто-то писал как раз. Закрыть кредиты, вот Елена писала. Это вот уже так сформулировано, как надо. Закрыть кредит, отдать долги. Это уже так, и так уже здорово. Просто если, например, сформулировано изначально абстрактно, например, дружба, то это вот здесь важно что-то конкретное, чтобы произошло. Например, встречаться с друзьями, ну, один раз, ну, минимум 1 раз в месяц. Я бы хотел. Минимум 1 раз в месяц. Вот. Это вот что я бы хотел сделать. Сочинять музыку. Я бы хотел написать свой альбом. Но начну, наверное, тоже про популярность не надо. Все-таки это хобби. Ну, написать 3 песни. Написать 3 песни. 3 трека. Пусть так. ТикТок. Хотя бы одно видео, которое попадет в рекомендации. В реки. И будет там сколько-нибудь сотен тысяч просмотров. Одно видео в рекомендациях. Вот. Путешествия. Я бы хотел путешествовать каждый месяц. То есть каждый месяц летать, ездить куда я хочу. Вот. Поняли, да, принцип? То есть путешествие – это просто название той сферы, которая мне интересна. А это вот как бы что конкретно я хочу в следующем году. Вот, например, переехать из Саратова – это уже так сформулировано, как надо. Ну, конечно, можно добавить типа куда, но можно и так оставить. Бенгер пиши. Да. Написать бенгер. Но, блин, Рустам, бенгер, это же надо... Тут же совмещение, что это, чтобы еще и залетело, стало популярным, а это уже сверхзадача. Для меня пока что задача, в принципе, научиться писать музыку. То есть я на каком-то базовом уровне умею это делать, но на уровне, чтобы это было классно, звучало одинаково хорошо, там, не знаю, в студии, не знаю, на дискотеке, в машине и на телефоне, это же отдельный там уровень сведения, мастеринга, вот этого всего. Вот, поэтому пока до бенгера это следующий шажочек. Но я согласен про бенгер, да. У меня есть одно на 480 тысяч. О, класс, Екатерина, это я поздравляю, это здорово. Пришлете где-нибудь посмотреть? Посмотреть, что сработало. Я вообще, мне очень интересно, я это вот как раз, кому интересно, я в конце же буду рассказывать, куда я бы хотел вас позвать. Там я буду делиться тем, что я делаю. Вот сейчас, например, в ТикТок я изучаю, и моя задача найти вот эту вот как бы повторяемость, что конкретно надо делать, чтобы в рекомендации залетали видосы. Так. Я в целом уже близок к этому, близок. Так, ты сможешь чисто на тексте выехать, всем зайдет. Спасибо, очень приятно, спасибо. Так, дальше. Ну, новый проект, здоровье, да? Вот зубы, ну, соответственно, сделать зубы, починить зубы условно. Так, не виснет, все в порядке?
У меня тут зависает периодически комната. Кто готов, пишите, что вы готовы. Сделаем финальную штуку, которая нужна для того, чтобы определить цели. Мастеринг можно на аутсорс. Блин, да, точно. Я и забыл про это. Пока что кайф разбираться самому. Мне вот как это, типа в продвижении, в таргетинге там. Мне интересно покопаться пока что в этом во всем. Как только мне надоест копаться, конечно, я отдам на аутсорс. Готово, супер. Кто готов, пишите. Так, я все периодически переживаю, что у меня тут зависает, но надеюсь, что у вас все в порядке. Пробую тут все окошечки закрыть. Готово, готово, готово. Класс, пишите. Кто готов, пишите. Отлично. Теперь смотрите, какая штука. Посчитайте количество кружочков. Сколько кружочков получилось? У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть вообще все кружочки, которые вы нарисовали. И большие, и маленькие, кроме своего кружочка. У меня получилось 12. Теперь, да, всех. Теперь посмотрите на все эти кружочки и пронумеруйте их таким образом. Вот у нас всего есть то количество кружочков, которые вы посчитали. У меня 12. У вас сколько? Свое число. И вот поставьте единицу. Единица – это как бы высший балл. Это самое важное вообще, что есть. Ну, прям по порядку. То есть вот если этого не произойдет в следующем году, считайте, что год пошел на смарку. Вообще бессмысленно вы год прожили. Ну, я нарочно утрирую, естественно. Понятно, что не бессмысленно. Но типа вы прям очень пожалели, что этого нету. Не произошло. Вот найдите среди ваших кружочков такой кружочек, где написано то, вот, блин, очень было бы жалко, если бы этого не случилось в следующем году. И там поставьте циферку 1 в этот кружочек. В моем случае циферка 1 – это вот новый проект, куда я вас позову. Это циферка 1. Допустим, ведет эфиры. Дальше это циферка 2. То есть, когда вы поставили циферку 1, вы как бы для себя отметили то, что прям вообще важно. Потом пишите циферку 2 в следующем кружочке, опять-таки, по значению для вас. То есть, первое, я себе отметил, вот новый проект, это для меня важно, я буду жалеть, если он не сделал этого. А потом вот вести эфиры. То есть, если я представить, что следующий год я вообще не веду эфиры, это конец. Я замучаю свою супругу и свою маму и всех остальных моих знакомых своими рассказами про то, что я узнал нового и всякими идеями. Потому что если я это не буду выплескивать в эфирах, все пострадают вокруг, в том числе и я сам. Вот, и, соответственно, там цифра 3. Что важно тоже еще сделать, без чего совсем было плохо. Вот тут у меня отношения. Я не стал, это был секретик, я поэтому не стал писать, видимо. Но я в целом напишу, ничего такого в этом нет. Ходить на свидания регулярно. Это прикольно. Хотя бы, не знаю, раз в месяц. Хотя бы раз в месяц, вообще почаще было бы здорово. Вот это, наверное, для меня цифра 3. Я буду жалеть, что я этого не делал, не проводил время с Леной, с мамой своей. Семейные встречи очень важны. Так, и дальше по порядку. Просто вот 1, 2, 3, 4 вы пронумеруете, смотрите на то, что остается, и из них выбираете из этих кружочков, что вот важно. Так, зубы сделать очевидно, цифра 4. Инвестиции 5. Дружба 6. Переехать в Саратов 7. Путешествие 8. Здоровье 9. Музыку сочинять, ТикТок 10. Сочинять музыку 11. Последний кружок, где у меня. 12. Перестать вести курс для психологов.
Маленькие кружки, да, точно так же. Все, фактически я пронумеровал каждый из этих кружочков, который получился. Вот у меня 12 кружочков, каждый пронумерован. И я себе могу поставить, и дальше вы можете так себе сделать, если хотите. Я себе звездочкой помечаю первые 3 кружка. То есть у меня это получается вести новый проект, вести эфиры и проводить отношения с близкими, проводить время с близкими. Ходить на свидания, устраивать семейные встречи. У меня 3 таких звездочки. Я себе отметил, чтобы видеть визуально. А то, что не хочется оставлять, не надо. Мне, конечно, не надо заставлять себя. Тут самое главное отметить самые главные первые 3. Вот, и тут мы подходим, собственно говоря, к очень интересной штуке. Перепишите сейчас себе на куда-нибудь другой листочек чистый, желательно отдельный, чтобы вы со стороны могли видеть и этот листочек тоже. Вот те цели, которые у вас написаны в первых 3 кружочках, которые вы пронумеровали 1, 2 и 3. То есть самые важные. Самые важные. То есть первое. Вести новый проект. Ну, я назову его группа. Для меня это понятно. Группа. Второе. Вести эфиры 3 раза в неделю. И третье для меня ходить на свидания с Леной и на встречи с мамой. Регулярно. Ну, и, например, да, там не меньше, в общем, короче, минимум 1 раз в месяц. Вот, выписал. Куда звезды? Звездочками я себе отметил кружочки, которые пронумерованы от цифры 1 до цифры 3. 1, 2 и 3. Я пометил звездочками просто, чтобы визуально для себя их выделить среди других кружочков. Я выписал отдельно 3 вот этих самых важных для меня, получается, цели. И теперь задача такая. А заработать деньги ставить такую цель или нет? Вполне можно, почему нет? Вполне. Я, например, для меня заработать деньги, она в целом здесь, вот, вести новый проект, группа, здесь, и в эфирах. Потому что для меня очевидно, что если я буду вести эфиры и вести, например, группу, то я буду зарабатывать деньги. Это напрямую связанные процессы. То есть мне по факту не обязательно, если я не хочу, типа, именно на этом проекте заработать 500 миллиардов долларов, а я уже отказался от таких желаний, чтобы быстро зарабатывать большие суммы, то скорее это для меня про удовольствие от процесса. То есть вести эфир 3 раза в неделю, я что здесь имел? Я вижу, что я буду кайфовать. То есть я буду, даже вот я заболел, например, сейчас я болею, но я для вас веду этот эфир, и это меня заряжает. То есть даже когда мне плохо, это меня поддерживает. То же самое вести вот эту группу. Уже я это протестировал многократно, я вижу, что, например, вести обучение мне не нравится, проверять задания в основном мне не нравится. Но когда, например, мы общаемся на созвоне в Zoom с участниками, мне это очень нравится, потому что я каждому могу подсказать, что делать. Это здорово, это очень похоже на эфиры. И здесь я, получается, ставлю цель из того, что я хочу, реально мне это заряжает энергию. Вы можете не говорить свои цели часто, мешает сосредоточиться на своих, Лариса. Нет, не могу. Выключите звук, сосредоточьтесь. Да, кстати, про поводу сосредоточиться на своих целях. Так, ну, во-первых, претензию не принимаю, потому что вы можете посмотреть в записи после того, как я проведу этот вебинар. Вот. Когда вам удобно, для вас будет такая возможность. Вот. Во-вторых, тоже очень важная штука. Мы как раз сейчас про это проговорим дальше, что это как раз Спасибо, Лариса, вы сейчас подвели меня как раз к той мысли, которую я хотел сказать. Когда смотришь вот на этот листочек или слушаешь человека, который 50 раз повторил уже свои цели, и ты из-за этого не слышишь, что ты хочешь сам, это как раз та штука, которая мешает достигать цели. То есть это как фоновый шум.
большой, сплошной шум, который тебе мешает сконцентрироваться на чем-то. И в самом начале, например, в 2018 году я ставил цель именно так. То есть мне казалось, что я вот сейчас это все для себя определил, и мне надо это все сделать обязательно. Но жалко же, что специально для Ларисы, что я не буду сочинять музыку, тренируя как раз вашу внимательность. Вот. Жалко, как же без этого? И у меня было ощущение, что если я это себе не поставлю целью, то оно как будто бы и не сбудется. Я не буду этим заниматься в своей жизни. Это, знаете, на что похоже? На то, когда приходят психологи ко мне и говорят, как же я сейчас выберу какую-то одну тему для себя, ко мне перестанут приходить все остальные люди, у которых другие запросы. Это так не работает. Причем, вот как ни странно, это очень похоже именно на это. И вот в чем задача. Задача выбрать только 3 цели. 3 цели на год. Это абсолютно не значит, что вы не будете, как я, сочинять музыку, вот, ну или заниматься чем, что вам нравится, естественно. Это и так в любом случае будет. Если вы этого хотите, вы и так будете заниматься. Это невозможно так, что вы себе, типа, вы запретили, и вы теперь точно не будете. Нет. Если вы это действительно хотели делать, вы это будете делать. И так. Но очень важно защищать свой фокус внимания. Это я понял, очень важный для себя вывод сделал. То есть надо выключиться из достижения всех целей, кроме тех, которые действительно для меня важны. И таких целей может быть не больше 3. И вот что я сейчас предлагаю. Вот вы выписали эти 3 цели в кружочках, из кружочков на отдельный лист. Посмотрите сейчас на эти цели. Вы будете чувствовать себя удовлетворенными, довольными, если вот эти 3 цели вы достигнете в следующем году на 100%. И, возможно, вы не достигнете чего-то другого, но вот это точно выполнится. Вы будете довольны? Вот я, если смотрю на это, я вообще буду доволен. Если я как бы понимаю, что ТикТок, музыка и путешествия – это уже и так вошло в мою привычку, то есть это не обязательно ставить прям целью, но вот это вот я буду рад. Это да, это да. То есть если да, если вас все устраивает. Если не устраивает, если вы чувствуете какое-то ощущение, что вот чего-то не хватает здесь, но мы не можем выйти за 3 цели, то есть мы не можем написать 4, все равно не выполнится 4, то тогда посмотрите еще раз на ваш листочек, вот этот с кружочками, и попробуйте заменить какую-то одну из целей на другую, на ту, которая вам кажется самой приятной. Желательно посмотреть на следующую, то есть на цифру 4, на цифру 5. То есть не сразу на все, а по порядку проверить. А вот это важно, а вот это важно, а вот без этого можно обойтись или нет. Так. Есть такая кнопка «Выкл». Так. Ладно, давайте не мучить Ларису, но бывает, высказал эмоции. Так, цифра дохода в месяц важно писать. Если для вас важно, Михаил, да, конечно. У меня схлопнулись 3 кружка в одно – здоровье. Да, и тогда это может быть какая-то одна основная сфера, и в ней конкретная цель. Кстати, это здорово. Вот, например, видите, кстати, сейчас вот тоже спрашивали про заработок. Для меня, например, ведение группы и ведение эфиров, оно уже схлопнулось, в принципе, и в зарабатывании денег, и в передачу своего опыта другим людям, что меня вдохновляет. Классно, когда схлопывается. Это здорово вообще. Например, тема дружбы, что я встречаюсь с друзьями раз в месяц, и отношения, что я хожу на свидания минимум раз в месяц, для меня могут схлопнуться вообще в тему отношений. То есть я могу не отделять, что у меня есть типа личное, личное, а это вообще, что я общаюсь с приятными мне людьми, близкими и друзьями, минимум раз в месяц. И вот так эта цель может совместить сразу 2 подцели. Так можно. Почему нет? Также там здоровье и сон. Может быть, для меня отдельно сон важен, отдельно зубы. Может, это вообще здоровье, наладить свое самочувствие. Тогда это может быть одна цель, общая такая. Так, кстати, когда я ставил цифры, понял, что большинство целей перекрываются из нескольких, поэтому деньги не вошли в топ. Да, возможно, Рустам такой, да. Когда цели истинно мои, мне вообще ничего не мешает. Рука не успевает их записывать. Да, Светлана, классное состояние. Буду чувствовать себя офигенно. Класс. Когда что-то мешает писать свои цели, значит, цели не важны или чужие.
Да, может быть, либо вот тот вариант, который у меня был. Ну, я не настаиваю, может быть, просто что-то там пугает, что в голове мозг связывает это с чем-то неприятным дальше. Это как, типа, я решил набрать 250 человек в группу, я представил, что 250 человек, каждого надо будет консультировать отдельно, и я умру просто. Понятно, что сразу не хочется это делать. Тут как бы удовольствия как будто бы и нет. Прям, кстати, список из 3 вышел такой, что все 3, что надо. Отлично, Рустам, это очень здорово. Семья. Да, может быть. Это, Мария, если там типа еще и друзья, это семья Дона Корлеона, да, такая, типа, не только совсем близкие люди, но и мы все семья. Или откуда там из «Форсажа» было эти цитаты знаменитые. А у меня все 3 цели прям главные, и от них отходят остальные. Класс, Светлана, супер. Кто готов? Напишите, что вы готовы, поставьте плюс. Ну или напишите, что вы готовы. Во-первых, скажите мне, напишите, что вы сейчас чувствуете, у кого получилось. Чувствуете ли вы воодушевление и предвкушение? Вот это очень важный маркер, как я понял. Потому что если у вас нет этого чувства, значит, какая-то из целей вам на самом деле не нравится. Стоит еще раз посмотреть и поменять. А если есть предвкушение, вот такое вот воодушевление, это то, что нужно. Так, плюсики, плюсики. Готово, класс, класс. Круто, так проще выбрать зажигающую цель. Да, да, супер важно. Мне понравилось, есть у Юры Мурадяна концепция такая. Я не буду прямо ее пересказывать, все-таки это было платное занятие. В общем, я для себя ее так сформулировал, просто наложил на свой опыт. И вот сейчас про это расскажу, это, кажется, следующий шаг будет. Я заметил для себя, что когда, например, я ставлю себе просто вот цифру, к примеру, кто спрашивал про деньги, или еще какую-то цель, она у меня не выполняется, если я это не представляю себе детально. Я не нашел другого пока что слова лично для себя. Я называю это приторно. Я приторно себе это представил. Я так просто назвал. Вы, возможно, себе что-то подберете, какое-то другое название. Вот чтобы отличать именно это. Например, недавно мы с моим психологом обсуждали, что я мог бы сделать психологический центр. То есть у меня, например, на меня будут работать психологи, я буду сам организовывать рекламу, привлекать клиентов, а психологи просто будут консультировать за процент. Идея классная. То есть это одна из задач для меня, чтобы был постоянный источник дохода, где мне не надо активно участвовать. Потому что потенциально, например, я могу нанять туда директора, и он будет заниматься этим бизнесом, например. Что вы думаете? Я себе, такой классная идея, меня зажгла эта идея, класс. И я 2 недели абсолютно этим не занимался, даже не думал об этом. Я испытывал чувство вины, потому что мне лень было этим заниматься. В итоге к чему все это привело? В какой-то момент я сел и начал считать цифры. В общем, сколько надо вложить, какой поток людей, что я должен буду делать, сколько на выходе получится. Мне ничего не понравилось. То есть из-за того, что я не представлял, как вообще все это будет происходить подробно, когда я начал считать цифры, я все представил подробно, каждую деталь. Прям приторно, с эмоциями, с чувствами, с ощущениями и с цифрами, что интересно. То тут же я понял, что мне это не надо пока делать. То есть это интересная цель, но ее надо делать по-другому и не сейчас. Вот это прикольно. Но все это время до того момента, пока я детально все не проработал, у меня было дичайшее сопротивление. Вот не хочу просто это делать и все. Отстаньте от меня все. Давайте забудем. Вот как раз вот это состояние. Мозг сам защищает. И вот что я заметил. Короче, когда представляешь себе цель так, что ты прям можешь увидеть подробно, что ты делаешь, как ты там, вот как ты со стороны выглядишь. Допустим, вот ходить на свидание с супругой с моей. Вот если я сейчас представлю себе, то я представляю себе кафе, столик, горят свечи. Это вот, кстати, в Петербурге могу представить. Там, не знаю, ресторан Animals мне очень нравится. Как мы сидим, кушаем, там вкусно обсуждаем. Горят свечи, какая-то метро Чернышевская рядом. Я могу себе представить там сквер вот этот вот. Мы за столом, я представляю, что мы кушаем, как вкусно мне эту еду есть. Мы какой-нибудь там бокал вина выпиваем.
слушаем музыку приятную и о чем-то обсуждаем про нашу жизнь, что-то такое, у нас очень душевный разговор. Видите, я очень подробно это представляю. И как только я подробно представил, я этого хочу. Все, я туда иду. Я хочу, чтобы это происходило. Пока для меня это просто слово, типа ходить на свидание, это ничего для меня не значит. Это просто слова. Понимаете, про что я говорю? И вот сейчас попробуйте посмотреть на то, что вы записали, на ваши цели, и попробуйте представить детально, как вы это будете делать, что с вами будет происходить, что вы будете чувствовать в этот момент. И если вы в какой-то цели не сможете этого сделать, то это цель, от которой, вероятно, стоит отказаться. И либо переформулировать ее как-то иначе. Попробуйте сейчас. То есть прям вот я сейчас это со свиданиями сделал для себя. То есть я представил, да, я могу легко представить себе, как это будет. А как я веду эфиры 3 раза в неделю? Отлично себе представляю. Вот прям так же, как и сейчас. Вести новый проект? Да, отлично представляю, потому что я вел целый год денежную группу. И сейчас веду на интенсиве онлайн-разборы. Мне очень нравится этот процесс. Я знаю, что я там буду делать. Класс. То есть у меня нет никаких сомнений. Попробуйте сейчас это сделать с вашими целями. Так, я сейчас опять с этим засяду, чтобы проанализировать. Отлично, да, можно и после вебинара. Это просто для тех, кто хочет, кому здорово вот в моменте со мной работать, в потоке. Предвкушение, кайф, класс, воодушевление, готовность. Чувствую, что меня просто шикарный год ждет. Честное слово, супер, класс, это отличное чувство. Немного сомнения, что реализую. Вот, Надежда, вот, кстати, здесь можно, да, посмотрите. В целом могут быть сомнения. Вот сейчас попробуйте представить детально, как вы это будете делать. Если не получится представить прям детально, почувствовать, увидеть это, то, возможно, стоит переформулировать цель. Я понимаю, что физкультура – это важно, но ощущение, что тягостно. Вот, тогда, Михаил, смотрите, может быть, что-то не вообще в физкультуре, а, например, какое-то, я просто предполагаю, какое-то конкретное занятие, которое вам и интересно, и приятно. Физкультура ведь может быть разной. Например, для себя я понял, что я никогда в жизни, пока на данный момент, не буду ходить в спортзал, потому что это самое для меня скукотище просто, спортзал. Но, например, при этом мне очень нравится бадминтон, теннис, пинг-понг. Мне очень-очень сильно захватывает меня какие-нибудь стрелялки типа пейнтбол и вот эти вот всякие там софтбол. Это интересно. И плавание. Просто плавание с аквалангом. Это что, не фитнес? Это очень нифига себе нагрузки такие большие. Особенно плавание и стрелялки. И теннис большой тоже, это нагрузка офигеть какая. Хотя я помню, как я в бадминтон играл. За полчаса пол-литра в жидкости в поту. Вот. То есть, может быть, есть какое-нибудь занятие, которое связано с этим, но при этом вы можете себе это очень подробно представить, и вас прямо зажигает это дело. Подумал, что надо на 3 ХСР. ХСР – это откуда-то от Эснера, да? ХСР. Принцип это сказал про то, что надо представить себе. Да, возможно. Я видел, Михаил меня спрашивал про НЛП. Я не учился этому прям целенаправленно, но я очень много и с психологами, и с коучами, и с менторами разными и занимаюсь. Я уже просто для себя внедрил многие практики и не знаю, что они называются так. Типа ХСР, вот это вот и все остальное. Я очень уважаю эти практики, просто делюсь как бы просто из опыта. Возможно, много из этого уже есть придумано до меня, скорее всего. Теперь есть ясность будущего. Класс, очень наглядно. Сразу появилась конкретика, был размыт. Супер, Наталья. Здорово, ярко нравится, отлично. Представить могу, но все равно а про это про сменить образ жизни. Опыт жить на съеме, ремонт квартиры, шопинг. Может быть, тогда что-то одно, Надежда. Вот опять же, может быть, слон слишком здоровый. Может быть, начать с какой-то части этого слона. То есть тут есть, видите, и жить где-то в другом месте, и ремонт, и шопинг. Это прям дофига всего. Может быть, как помните, я вначале с чего начинал, как Левит рассказывал, подойти к комнате, включить свет, приоткрыть дверь, взять первую вещь, закрыть дверь и уйти оттуда. Когда будете готовы, взять вторую вещь. Не все сразу, может быть, что-то одно. 3 первые схлопнулись в одну и добавились еще 2. Супер, Мария, вообще отлично. Тут важно не перегружаться тоже. Изучал НЛП у Эснера, отлично.
Ясно, мой хороший друг. Очень я рад. Тоже благодаря вот своим проектам познакомился с Эснером и участию в этих проектах, что про себя рассказывал. Очень я рад этому знакомству. Эснер НЛП, да. Так, у меня также Мария. Супер, супер. Ну что, какие у вас эмоции, как вам? И вот что я предлагаю вам сделать. То есть мы с вами по факту уже все, что нужно, сделали. Мы с вами и определили в целом, что для вас важно в жизни. Причем мы сделали, как вы видите, очень быстро это. Потому что если просто сесть и начать рассуждать про свою жизнь, это история на, на несколько месяцев, можно куда-нибудь улететь. А здесь мы очень быстро, смотрите, сразу определили сферы основные, что хочется, что уже есть. Мы выбрали из них самые важные, приоритет поставили. 3, что очень важно. Мы проверили, можно ли это все представить, понимает ли мозг вообще, о чем идет речь. Очень быстро, причем мы проверили. Кто захотел, заменил это все дело. И теперь остался третий пункт, последний. Какой последний пункт? Очень простой. Попробуйте сейчас. Это можно сейчас начать делать, закончить после вебинара, если это растянется в долгую. Может быть такое, может быть надо будет посидеть. Но давайте попробуем начать. Расписать вот такую же штуку по шагам, как я вам рассказывал про свой путь с деньгами и с переездом в Питер. То есть ступенечки, микрошажочки, причем чтобы каждая ступенечка была такого уровня, что вам было прям абсурдно смешно, слишком слабая цель, каждая из этих ступенечек. Например, вести эфиры 3 раза в неделю. Естественно, если я прямо сейчас начну вести эфиры 3 раза в неделю, при том, что они мне нравятся, скорее всего, я устану. Поэтому вместо этого я себе, это же цель на год, это же не на 1 месяц. Поэтому я себе сделаю так. Месяц номер 1, январь. Вести эфиры, например, не 3 раза в неделю, а, к примеру, 1 раз в неделю в течение месяца. 1 раз в неделю в течение месяца. Вполне реалистично. Для меня прямо это реалистично. Причем, наверное, я бы даже сделал так, чтобы мне было даже немного грустно. То есть, например, мне было бы грустно, если бы я провел за месяц всего 2 эфира. Я бы грустил от этого. Поэтому я себе ставлю такую цель. 2 раза в месяц провести эфир в январе. Понимаете, да, почему я так ставлю? Потому что у меня будет ощущение, что так мало, я хочу больше эфиров. И это меня будет толкать вперед. Класс, я перевыполню цель и буду доволен собой, что я достигаю своих целей. Если я ее не выполню, наоборот, я скачусь в самокритику. Второй месяц, февраль. 4 раза в месяц, то есть каждую неделю. 3 месяц, февраль. Проводить эфиры 6 раз в месяц, например, да, то есть на какой-то из недель я 2 раза в неделю. Вылетело? Что? Влетело, вылетело. Напишите, видно, слышно? Екатерина тут пишет. Тревожную мысль, тревожное сообщение, что она вылетела. Скажите мне, пожалуйста, чтобы я не тревожился, видно ли вам меня? Весь год по месяцу расписывать. Да, да. Бокал воды подошел к концу. Отлично. Как раз к финалу. Норм не прервалась. Выкинула, потухла. Все в порядке. Вот, да. Смотрите, то есть мы берем, вы сейчас начните процесс, опять же, сделайте первый шаг на этом вебинаре, а дальше вы сами себе распишите уже эти планы на год. То есть мы берем каждую из 3 целей и для нее расписываем вот этот путь на весь год по месяцам, по микрошагам. По таким шагам, чтобы вам было прям вот либо грустно, что слишком маленькая цель на этот месяц, либо типа ощущение, что я намного больше могу. Специально прям занижайте планочку. Да, на каждую цель из 3. Цель: возьмите меня в наставничество, Кирилл, очень хочу. Спасибо, Надежда, очень приятно. Наставничества у меня нету. Но вот сейчас, наверное, расскажу тогда в конце про то, что я придумал. Вот это у нас фактически будет денежная группа. Это групповое наставничество, по факту, да.
Это онлайн-группа с регулярными встречами в онлайне, где я помогаю быстрее, больше и с удовольствием зарабатывать и достигать вообще целей. Так, хорошо. Теперь, у кого получилось, напишите. Ну, например, там, что еще могу сделать? Вот ходить на свидание с Леной раз в месяц. Там же у меня встречаться с друзьями раз в месяц и проводить семейную встречу раз в месяц. Например, на первый месяц я могу выбрать только одно что-то. Не сразу все 3 встречи, а только, например, вот, допустим, с Леной сходить. Потом в следующем месяце добавлю семейную встречу. Не обязательно мне прям растягивать, понимаете, да, на весь год. Тут может быть всего 3 шага. Главное, что, например, 4-й шаг – привыкнуть к тому, что я хожу каждый месяц. И потом, может быть, больше я захочу. Понимаете? То есть если у вас цель не растягивается прям на все месяцы, может быть и короче. До недели доходить или месяц достаточно? Ну, как вам хочется. Мне удобнее месяцами. Более того, вот про деньги я уже говорил, что мне удобно 2-месячными периодами. То есть каждые 2 месяца я, например, зарабатываю в 1,5 раза больше. Такая была цель в позапрошлом году. Вполне, она выполняемая цель, классная. Все упирается в финансы. Ну, не обязательно, возможно, да. Я предпочитаю думать просто, что это один из важных, столпов. Земля стоит на 3 китах, а хорошая жизнь стоит на деньгах, например, на хороших отношениях. Вот для меня, например, сейчас я это осознал. И на том, что я делаю то, что для меня действительно важно. Вызывает у меня какие-то приятные эмоции. Я доволен тем, чем я занимаюсь в жизни. Соответственно, если я зарабатываю деньги, но я недоволен тем, чем я занимаюсь, все накренилось. Понимаете? Ну, такой некий баланс, наверное, да. Там колесо баланса. То есть, если цель зарабатывать, Екатерина, тут очепятка по Фрейду. Заработать или зарабатывать? В месяц 200К. Ну, наверное, если в месяц, то это регулярный, да, заработок. То на 12-м месяце должен выйти результат. Так, ну, сразу, должен здесь нет слова. Как бы вы хотели? Лично я бы, например, если ставил такую цель, это только лично я, может, вам подойдет, может, нет. Я бы сделал так, что я бы расписал, что я выйду на эту цель зарабатывать 200 в месяц впервые, первый раз за месяц заработаю 200 тысяч, например, через полгода. И тогда бы я вот эту лесенку делал бы до 6 месяцев. То есть 6 месяцев я впервые заработал 200, и дальше я бы расписал, а теперь закрепиться на этом уровне, потому что это следующий шаг. Потому что я могу один раз заработать 200 тысяч в месяц, и мозг такой, так, ну ты заработал 200 тысяч в месяц. А теперь как это сделать каждый месяц? Как сделать это повторяемым результатом? Слышу, благодарю, отлично, класс, я рад, что это полезно. Да. Ну что, какие вопросы, какие впечатления, какие ощущения? Пишите, как вам вообще, интересно ли вам было сегодня со мной история моя, вот эти приемы, которые мы вместе делали. Как вы? Какие ощущения? Можно не отвечать. Захарян сейчас продает астрологию. Можете прокомментировать, но не обязательно. Никак не комментирую. Мне тут нечего комментировать. Каждый человек делает то, что ему интересно, хочется. Если это вопрос про то, как я отношусь к Захаряну, я вышел из всех групп, в которых я участвовал с Захаряном, по той причине, что мне не подходит мировоззрение. Мое мировоззрение нынешнее, это как раз совпало с тем моментом, когда я переживал депрессивный эпизод, я понял, что я был заточен на, не буду выражаться матом, все-таки здесь у нас много, может быть, и незнакомые люди, вот, в общем, надо фигачить прямо изо всех сил, а я понял, что это, нет, я бы не хотел так до 80 жить лет, и дальше, выгорая. Я хочу получать удовольствие от жизни, наслаждаться жизнью, хочу хорошие отношения с хорошими людьми, которые меня поддерживают, которых я поддерживаю. Мы друг друга не критикуем. Я этого не получал. В проектах, где я был, это мое личное дело. Я никак не оцениваю его проекты. Проекты классные. Вот. Но мы не совпали. Соответственно, я просто вышел, мы перестали общаться.
с частью людей мы перестали общаться, грустно. Ну, вероятно, мы и с самого начала не совпадали по мировоззрению. Зато остались люди, я очень рад. Юра Мурадян, Дима Эснер, еще много ребят, с которыми я не очень общался в момент, когда я был в группе, а сейчас, наоборот, я понял, что мы прям очень близки по духу. Поэтому что делает Захарян, это его дело. Я рад, что он делает. В принципе, он гениальный человек по-своему. Я очень рад, что он не останавливается, делает что-то. Вот. А как он это делает, что он делает, это уже... Ну, я бы не стал продвигать астрологию, если вопрос в этом. Вот. Так, спасибо. Другой взгляд на целеполагание. Класс, интересно, супер, огромное, душевно, информативно, интересно, полезно. Буду детально прописывать. Класс, Михаил, здорово. Рассказать вам про то, что я придумал дальше делать в следующем году, что могло бы и чем может быть для вас это полезно. Если кто-то не хочет слушать, например, не хочет продолжать со мной взаимодействие, вы можете вот сейчас выключиться. То есть я сейчас буду рассказывать про платный проект, не про бесплатный, а про платный проект, который я буду делать, участие в котором платное. То есть если кому-то это не интересно, вы можете отключиться на этом моменте. Кому интересно, оставайтесь послушать, что я придумал, как это будет связано с тем, как ваши цели, вот, которые вы сейчас записали, воплотить классно, быстро, с поддержкой в следующем году, в том числе и с моей поддержкой. Благодарю, как раз цель не разбивала по месяцам, так понимаешь, как прийти к цели благодарю. Супер, очень ценно. Какой шаг в месяц лучше делать? Вот смотри, попробуй, чтобы у тебя было такое чувство, что, блин, да что так мало? Вот такое чувство. То есть если у тебя цель, например, зарабатывать 500 000 в месяц, там, первый шаг может быть заработать на 1500 больше, чем в предыдущем месяце. Чтобы ты смотрела на это такая, да блин, 1500, конечно, я это сделаю. Вот такое чувство, чтобы было. И тогда, когда ты больше заработаешь, ты скажешь, ух ты, как легко. А следующий шаг у тебя – заработать на 3000 больше, чем в предыдущем месяце. Например. Ну или можно меньше сделать. И тут, видишь, такая геометрическая прогрессия. То есть вначале это будут маленькие-маленькие шаги, а потом за счет вот этого сложного процента условно, оно выстрелит. В какой-то момент ты дойдешь до той цели. Про поддержку отзывается. Очень понравилось. Класс. Как перевести общение из групп курсов в долгую, а не до окончания и все. Со мной? Или это вообще вопрос? Я примерно такой вот формат сейчас и буду делать. Я вообще не пожалел, что между двух вебинаров выбрал твой. Спасибо, очень приятно. Расскажите. Расскажи скорее, это интереснее. Так, Маргарита, спасибо. Ну, я бы не хотел сравнения меня с Андреем. У него свое. Очень полезно. Так, что это зависло на одной сумме в месяц? Ага. Ну вот. Короче, вот что я придумал. Смотрите, в прошлом году я придумал проект «Денежная группа». В этом году я его ввел. Что это такое? У нас в денежной группе каждую неделю, сейчас мы пока уже не проводим созвоны, я так понимаю, потому что все уже достигли своих целей, мы проводили регулярно каждую неделю созвоны, где приходят психологи. Изначально это группа для психологов. Сейчас я вижу, что я с удовольствием принял бы не только психологов в группу, потому что за это время ко мне уже начали обращаться разные специалисты. Классно, если будет тусовка психологов. Я не против, если будут коучи. Наверное, я буду пока что против эзотериков в этой группе. Но если, например, это какие-то другие похожие специальности, где вы продвигаетесь онлайн, это подойдет. Что мы делали, соответственно, в группе? Первая штука, которую я придумал, это таблица для отслеживания своего прогресса. Это вот как раз та самая штука, которую вначале я рассказывал, регулярные отчеты. Но это регулярные отчеты внутри группы перед коллегами, не в плане, что я тут отчитываюсь, а похвалиться, я молодец. И отметить для себя, закрепить, что я прошел какой-то путь. Сейчас, когда мы проговорили про то, как ставить цели, вы для себя увидели, что можно это разбивать на шажочки. Есть еще более мелкое дробление, о котором я, наверное, пока не сказал, наверное, уже в группе скажу, потому что сейчас уже я перегружу вас. Это можно делать еще и внутри каждой недели, и внутри каждого дня. Причем, например, я человек, который не очень вообще любит что-то планировать, я больше спонтанность люблю. И это подходит тем, кто не очень любит планировать, а любит спонтанность.
Это штука, которая помогает себе напоминать, не забывать про цели. И вот когда регулярно, раз в неделю мы встречаемся, то, во-первых, можно подвести итог недели, можно посмотреть, а сдвинулся ли я в плане месяца, и в конце каждого месяца мы тоже подводим итог, идем мы вперед или нет. Когда ты видишь свои результаты, когда ты видишь результаты коллег, мы там, конечно, ориентировались на финансовый результат в первую очередь в онлайне. За вот это время, группа существует уже почти год, за несколько месяцев участники выросли кто-то в 1,5, кто-то в 2, кто-то в 3 раза. Есть участники, которые больше, чем в 3 раза выросли в доходах, участвуя в этой группе. То есть вот это первое, это табличка, где можно отслеживать. Это не обязательно, но это классно работает. Второе. С каждым участником меня что-то спрашивают, там нету пошагового процесса типа «сделай раз, сделай два, сделай три». Там есть набор инструментов, о которых я рассказываю сам, и мы подбираем, получается, под каждого участника то, что у него сработает. Например, один из психологов, пока участвовал в группе, он продвигается с помощью сайтов, он не продвигается в соцсетях. Сейчас уже не знаю, как на тот момент. И, собственно, что я ему сказал? Не посоветовал ему идти, например, там, в ТикТок в какой-нибудь, а я предложил усилить то, что работает. То есть мы нашли, что уже работает, классно. И как это усилить? Маленькими действиями, чтобы, прошу прощения, насморк, чтобы не распыляться. Что получилось? Вот это как раз тот участник, который вырос больше, чем в 3 раза по доходам. Просто за счет того, что мы нашли, где что работает и как это улучшить. Маленькими усилиями, не делая там что-то такое, своими силами. Фактически там нужно было просто добавить денег на рекламу на сайте и все. От этого сразу пошли клиенты, человек сразу несколько раз больше начал зарабатывать. Но как увидеть это со стороны? Никак. Самому себе это очень сложно сделать. Вот. Что будет внутри? Во-первых, там будут те схемы, которые сейчас у меня уже протестированы, не в формате пошагового обучения, а это как бы база знаний. То есть будет записана структура, как продвигаться в Инстаграме, как продвигаться ВКонтакте. Там же будет про YouTube. Сейчас мы как раз активно это изучаем. ТикТок, вот потому что сейчас я в ТикТоке. То есть я сам каждый месяц, как вы видите, я пробую, тестирую новые разные штуки. Я это внедряю, то, что работает, и у меня есть желание всегда этим делиться. Потому что мне прикольно, когда кто-то повторил, у него тоже получилось. По каким-то необъяснимым причинам я испытываю от этого очень большое удовольствие. Типа я посоветовал что-то сделать психологу, например, психолог сделал, раз клиенты пошли. Я такой, класс, у меня работает, у них работает, шикарно. Не знаю, как так, но это, в общем, так есть. То есть, кроме того, что будут созвоны с обратной связью, где вы можете задавать вопросы, на этих созвонах я буду рассказывать, что я сейчас тестирую, и предлагать вам какие-то новые идеи, что вы можете попробовать, быстро протестировать, попробовать, если, например, это связано с продвижением. То есть, по факту, если то, что вы делаете, связано с тем, чтобы заявить о себе, привлечь клиентов онлайн, увеличить доход в онлайне, например, это то, что нужно. Как раз за счет этого вы сможете постараться попробовать этого достичь. Плюс там будут инструменты, вот эти вот, как кто-то бы сказал, наставничество, коучинг, может быть, здесь что-то такое. Я это так не называю, потому что это то, что у меня работает. Это табличка, это созвоны, и там будут определенные еще штуки активности внутри, такие условно мастер-майнды, группки, это я пока не буду говорить, это будет прикольный формат, где участники друг другу будут помогать. Это первое. И второе, что это какое уже, третье или четвертое? Третье или четвертое, так, мастер-майнды, табличка, созвоны, база знаний, да, где будут схемы, и, соответственно, созвоны с моей обратной связью, где я лично каждому говорю, что можно подкрутить, что я вижу со стороны. Соответственно, если вам нравится со мной взаимодействовать, если вас это вдохновляет, если вы не хотите идти в одиночку, потому что меня очень мотивирует, когда есть коллеги, которые меня поддерживают, которые ко мне хорошо относятся, и мы вместе куда-то движемся. Есть постоянно какие-то источники новых идей, что можно попробовать, потому что никогда не угадаешь, что может выстрелить. Есть уже проверенные схемы, по которым можно идти, собственно, и получать поддержку, обратную связь. Есть уже поставленные цели,
и прикольно об этом можно рассказывать и себя хвалить, в том числе это важная штука, как выясняется. Собственно, я вас приглашаю. Это будет группа фактически с ежемесячной оплатой. Вы можете продлевать сколько вам хочется. Можно сразу, например, ну, я думаю, на полгода. Я сделаю вариант, потому что вот в денежной группе за полгода самые классные результаты у участников получились. Вот. Как вам идея? Есть ли желание? Вот для тех, кто как раз завис на одной сумме в месяц. Соответственно, как вы видите, не знаю на каком уровне, но, в общем, у тех, кто со мной, у них получаются результаты, наверное, поэтому можно попробовать, я думаю, увеличить доход, кто хочет, и в онлайне продвигаться с обратной связью. Огонь, куда платить? Спасибо. Вот, цена вопроса. Ждал вопроса про цену вопроса. Я предлагаю сделать так. Вообще я планирую, вот сейчас денежная группа у меня стоит 9 900 в месяц. Я предлагаю сделать так, поскольку это проект новый, я начинаю, и вы сейчас были здесь, так, вы можете сейчас посчитать, что это маркетинговый трюк, что специальная цена прям для вас. На самом деле нет, просто я хочу протестировать сначала вместе с теми, кто мне доверяет, чтобы мы начали сначала в этой группе. Если я увижу, что все классно работает, естественно, я повышу цену и буду это типа массово продвигать. Но там будет, естественно, лимит в группе. Сейчас я предлагаю 3 500 в месяц. То есть, ну, по-моему, это более чем супер, потому что у многих психологов, например, в процессе роста консультация стоит 3 500. Фактически это одна консультация новая в месяц. Я думаю, что это реально отбить. Вот. И можно будет на 6 месяцев тоже сразу, например, купить, если вы хотите, чтобы не мотыляться каждый месяц туда-сюда. Вот. Попробуем. Я предлагаю начать группу, как раз я подготовлю все. Мы можем начать либо с следующего понедельника, либо с 20 декабря. Я за то, чтобы начать с 20 декабря. То есть я подготовлю уже всю структуру в группе, сделаем расписание, когда созваниваться. Скорее всего, сделаем сначала один созвон, а дальше выберем время, чтобы всем было удобно. Вот, я все подготовлю. Я вот, например, за 20 декабря, дата старта. И, например, в течение вот как раз этой недели можно будет записаться в группу. Как вам такая идея? Вот. Ну и фактически сделаем, что это будет бонусная неделя, потому что сделаем, чтобы группа у нас с 1 числа как бы работала. Вы, получается, если сейчас присоединитесь за 3 500, у вас будет даже, получается, 1,5 месяца. Не месяц, а 1,5. Соответственно, если вам все понравится, вы увидите, что вы в группе двигаетесь вперед быстрее, чем вы делаете это в одиночку, можно будет продлевать. Вот. Подключилось около 9. Будет запись вебинара? Да, конечно, будет. Ну, я надеюсь. Так. Что пишете? Так. Чат так быстро пошел, я не успеваю. Огонь, куда платить? Спасибо. Так. Супер, хочу. Для тех, кто... Да, я здесь не буду сейчас делать ограничения, что сюда можно и тех, кто с нуля начинает. Потому что в денежной группе я делаю ограничения только для тех, у кого, кто, например, зарабатывает меньше там, 50 тысяч в месяц уже именно на онлайне. Здесь можно с нуля. Здесь как раз будет интерес. Я уже придумал внутри, как все это распределить. У нас будут отдельные как бы группки, то есть мастер-майнды. Тут фишка как раз в этом, что когда есть человек, который уже прошел путь, и он где-то уже впереди, не прикольно общаться с теми, кто на твоем же уровне. Это прикольно, но вы как бы находитесь в одном, ну, как на одном уровне. Всегда интересно посмотреть, что человек сделал, который был на твоем уровне, но чуть вперед уже прошел. Вот, поэтому очень важно, чтобы у нас был разный состав. Не однородный, а именно разный. Кто-то новичок, кто-то уже, там, не знаю, 200 тысяч в месяц зарабатывает, кто-то 35, кто-то 1 миллион уже в месяц зарабатывает. Вот это будет классно. Вот. Поэтому можно с любым уровнем заработка, ой, прошу прощения, сейчас записываться. Так. Одна сплошная польза. Круто наблюдать, как ты совершенствуешься. Вообще супер, генератор мотивации. Спасибо, Виктория, очень приятно. Отлично, иду. Дай ссылку на оплату. Спасибо. Более чем, даже сильно более чем. Супер, очень мало для такого продукта. Спасибо, Анастасия, очень приятно. Отлично, с 20-го отлично. Так, выздоравливаю, бомба. D3 пью, Михаил, спасибо, пью, уже пью.
Супер. Сочетать с интенсивом даже очень даже как. Я бы записался с интенсивом вместе, потому что это поможет еще больше со мной, собственно, общаться и структурировать в голове все по полочкам. Потому что, когда проходишь, в принципе, курс, даже сейчас, при том, что есть обратная связь, я очень прекрасно понимаю, все равно все в кашу, потому что очень много новых знаний. В группе, соответственно, у нас не будет обучения пошагового, и поэтому не будет перегруза. Там будут уже схемы, которые можно посмотреть, применить и получить обратную связь. Вот, уже записалась. Куда? Надежда, ссылки-то еще не было. Куда записалась, Надежда? Так, вы смотрите, пожалуйста, будьте внимательны. Если вам кто-нибудь сейчас напишет, я помощник Кирилла, вот ссылка. Нет, никаких помощников. Мысленно записалась. Спасибо. Это только для онлайн-зарабатывающих. Психологи, коучи, фокус на заработок. Мы оставим пока что фокус на заработок, потому что я вижу, что это работает хорошо. Но я не исключаю того, что у вас будут развиваться, можно цели в других сферах таким образом достигать. Прошу прощения про насморк. Вот, но фокус на зарабатывание денег с удовольствием. Вот на чем фокус. Без выгорания. Вот, для онлайн, в первую очередь для онлайн. Для офлайна это тоже подойдет, но в меньшей степени. Все-таки я больше на онлайн ориентирован, потому что свобода безграничная. Любые цены, любых людей можно из любого города привлекать, это великолепно. Что будет с денежной группой, Маш, обсудим. Я думаю, что мы оставим ламповую денежную группу, а те, кто хочет перейти в новую, приглашу в новую. Хочется презентацию посмотреть, забыл, какие активности будут в клубе. Михаил, это не клуб, это скорее группа, это типа мастер-майнды такие. Презентацию, я не буду делать презентацию, моя задача сейчас пригласить тех, кто уже как бы меня знает, кому со мной хорошо, комфортно, и хочется с моей помощью дальше быстрее двигаться вперед в группе единомышленников. Я не буду делать никакую официальную презентацию на данном этапе. Те, кто уже поняли, что им это надо, все хорошо, будем работать. Будем пробовать, а потом уже сделаем презентацию в конце первого месяца с результатами группы. Ну, кто захочет, естественно, можно и не афишировать. Вот, и тогда уже и цены повысим, и презентацию сделаем. Я всегда знаю, всегда люблю опираться на факты, на результаты, чтобы я не впустую говорил, а то, что я понимаю, что так будет работать. Так же, как с целями. Если я представляю детально, приторно весь процесс, класс. Если я не представляю, я никогда не буду звать в такой проект. Вот, супер, супер. Сочетать интенсивно нормально. Так, мысленно записалась. Зарабатывать деньги с удовольствием. С тобой. Супер. Теперь, так, сейчас. Как бы нам сделать? Я пока не сделал ссылку. В общем, насколько, видите, я просто сейчас вам предложил. У меня есть идея, я предложил, я понимаю, как я хочу это делать. Ссылку на оплату я еще не сделал. Теперь, кто хочет, кто готов подсоединиться с 20 числа, чтобы я вас не потерял и вам прислал ссылку, как бы нам лучше с вами сделать? Может быть, вы напишите в чат сейчас. Может быть, вы напишите куда? Давайте в чат. Вот, наверное, в чат. Напишите, пожалуйста, кто точно хочет пойти, наверное, свою почту. Вот так. Давайте так, свою почту. Вы потому что зарегистрировались. У меня, по идее, вы же, когда регистрировались, вы почту указали, я тогда смогу вам написать. Хорошо? Потому что по имени я вас не найду точно, по фамилии найду. Можно написать в инсте, да. Напишите почту, кто идет, свою почту. Да, кто хочет в Инстаграме, можно в Инстаграме. Соответственно, кто готов, кто уже все решил, напишите свою почту, пожалуйста, вот в чат, чтобы я ее сохранил и написал. Когда ссылку сейчас я сделаю, я буквально, наверное, минут через 15 уже будет готово, чтобы не потеряться. Так, иду, присылайте. Да, Наталья, напишите, пожалуйста, почту, куда прислать, чтобы я прислал. Ага, Татьяна, Екатерина, Наталья, супер-супер. Да, кто в инсте? В инсте можно. Надежда, да, супер. Ольга, Елена. Класс, класс, класс. Так, ну ничего, у нас так группа уже собралась фактически. Вот я и говорю, что презентацию-то пока и не надо делать. У нас уже будет ого-го сколько. Так, Земфира хочет, но сначала хочет посмотреть. Конечно, Земфира, конечно. Сейчас запись сохранится, вебинара. Да.
можно будет посмотреть. Фигушки – это круто. А Мария пишет, фигушки ты меня потеряешь. Да, спасибо. Все, вижу, супер, супер. Ну, слушайте, нас уже человек 20 точно есть, кто пойдет, кто определился. Спасибо. Вот, Рустам в Инстаграме отправил. Спасибо, отлично. Что, друзья, на этом на сегодня все. Кто еще будет смотреть в записи, соответственно, этот вебинар, услышит мое приглашение, потому что запись будет сейчас доступна. Давайте определим какой-то дедлайн, до какого числа записаться, потому что вот тут уже, я так понимаю, да уже человек 30, наверное, собралось. Давайте так, собственно, до конца недели, до 19 декабря можно будет тогда записаться вот в эту в числе первых участников этой группы, а 20-го мы прямо начнем уже. Вот. Поэтому это для тех, кто в записи смотрит, и для вас тогда уже ссылка, наверное, будет под видео, для тех, кто будет смотреть запись. Ограничение будет. Анастасия, смотрите, у меня сейчас на интенсиве суммарно и первый, и второй поток 286 человек. То есть я понимаю, как вести группу, в которой примерно около 200 человек, 200 человек. Для меня это нормально. Соответственно, сейчас я ориентируюсь на то, что будет человек, например, от 40 до 60 в группе, и это нормально. То есть я очень хорошо знаю, как выстроить процесс в такой группе. Совсем не тот вариант, как был в начале. Помните, я рассказывал вам, что у меня в группе было 15 человек. Сейчас я уже понимаю, как это делать и как сделать так, чтобы у участников был результат классный. Поэтому я ориентируюсь примерно сейчас на такую цифру. Соответственно, как только я настрою все для условно 50-60 человек, я сделаю так, чтобы это работало для 100 человек, для 200 человек. Дальше, скорее всего, будет потолок. То есть больше 200 пока я не готов брать. Потому что мне важно все-таки лично общаться с людьми. Это все-таки условно можно назвать наставничеством групповым. Первая цель – заработок на торгах банкротов. Насколько подходит для группы? Я бы порекомендовал пойти к Артему Черепанову, одному из моих тоже наставников. У него есть и группа в том числе по торгам банкротов. У него прям под это заточено. Я не специалист в теме торгов по банкротам. Я могу подсказать в целом, как идти к увеличению дохода, но в деталях я там не подскажу. Это очень специфичная тема, я бы рекомендовал прямо идти туда. Вот. Занятия будут по понедельникам, мы выберем, скорее всего, чтобы было удобно людям, всем. Так, почты есть, спасибо. Спасибо всем, кто прислал почту, спасибо, что вы были со мной. Еще раз прошу прощения, что немножко сопливлюсь, к сожалению, ковид. Вы меня вдохновили, я вас еще даже не вижу, представляю, что будет, когда мы в группе будем друг друга видеть. Вот, я очень вам признателен, вы меня вдохновили, зарядили, я вместе с вами сейчас еще свои цели пересмотрел и сам еще вдохновился. Вот, очень буду рад вместе помогать вам в достижении целей в нашей группе и в следующем году тоже, вот, и только вперед. Ой, пойду закапываю себе в нос, пойду выздоравливать. Спасибо вам за то, что вы были, что выбрали, собственно, меня, а не какой-то другой вебинар. Очень приятно. И до встречи. Сейчас я сделаю ссылку, кто хочет записаться, и вам на почту, соответственно, пришлю. Вот. Если вдруг на почту не придет, бывает такое, что в спам улетает, пожалуйста, найдите меня, напишите, чтобы я вас пригласил. Может быть, ВКонтакте, в Инстаграме, где меня найдете, в Телеграме. Вот. Я с удовольствием вам помогу. Положи рядом лук. О, спасибо, это как-то от обратного. Я наоборот же обрыдаюсь. Я от лука плачу очень сильно. Спасибо за прекрасный вебинар. Супер, спасибо огромное. Все, на сегодня все. Пойду отдыхать, вам тоже рекомендую. И, соответственно, ждите ссылку. Если не дождетесь, пишите, чтобы я ее прислал. Все, до встречи, до связи, друзья. Спасибо.